Уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Понедельник, 21 с копеечкой, и мы в эфире. Прямо сейчас, вживую. Алексей Николаевич, приветствую вас. И я вас приветствую. Ох, как много вопросов накопилось, какой поток новостей обрушивается прямо сейчас. И все такие очень и с символическим подтекстом, и без символического подтекста. В общем, обо всем будем с вами сегодня говорить. И открыто, без каких-то, ну, скажем так, недомолвок и всего остального, что принято скрывать пеленой словес, вот по факту, все как есть, потому что это прямой эфир. Друзья, я всех призываю, потому что каналы подсанкционные и у Алексея Арестовича, и у Александра Шелеста, проделать небольшой ритуал, поставить лайк, да, и за отдельное спасибо за хороший, добрый комментарий. Все как всегда, QR-код, который возле меня, это возможность первыми задать вопрос в сессии вопросов и ответов. Также закрытый клуб Шелеста в телеграм-канале, зрителей Шелеста. Ну и, конечно, чат трансляции и сообщество YouTube. Там все как всегда. Это сессия вопросов и ответов в конце нашего сегодняшнего разговора. Конечно, QR-код возле Алексея Николаевича, это его школа мышления и коммуникации. Поэтому переходите, интересуйтесь новыми семинарами и новым информационным продуктом. Я думаю, придется всем по душе. Активно в последнее время Арестович работает над новыми, так сказать, компонентами программы. Ну и, конечно, видите это отдельно мы поговорим, видите в ссылке, да, прикрепленных на YouTube-канале Алексея Арестовича сбор. Этот сбор уже стал причиной скандала, поэтому, в общем, все нормально, нет никаких аферистов. Про аферистов Алексей Николаевич сам скажет позже. В общем, интересуйтесь ссылками, которые в описании. В общем, все, вроде как преамбулу сказал, такую нужную, да, которая, собственно, теперь давайте к смыслам. А смыслы такие. Кто в итоге обгадится больше остальных? Значит, это опрос нашего сегодняшнего эфира. Ну и поехали. Кремль, Банковая, Брюссель, Белый дом. Вот такие варианты, это голосование. Проголосуйте, мы в конце с Алексеем Николаевичем подведем итоги. Алексей Николаевич, так кто обгадится? А есть версия, что обгадятся все? Нет, все да, но кто больше? То больше. Это как пойдет. Я не знаю пока ответа на этот вопрос. Ну, Есть вариант однозначно банковая обгадится больше всех. Я даже о ней не думаю. Это фигура умолчания. Я прикидывал Брюссель, Кремль или Вашингтон. Но банковая больше всех. Если нужен конкретный ответ, то банковая, конечно. друзья, голосуйте его и в конце подведем итоги. И, собственно, давайте приступим. Я хочу начать с максимально большой темы. Ну вот, такой глобальной. Значит, Генассамблея ООН. Обычно украинская сторона, когда едет туда, в Нью-Йорк, это же там, да, заседание, это все страны, пытается предстать каким-то образом. Каким мы видим прямо сейчас, буквально в прямом эфире, вот вроде как минут 40 назад все позбивали, но в общем идет массированный удар дронов по Москве. Причем в центре, юго-запад, те названия, которые, в принципе, на слуху и все знают, тут фигурируют в тех местах, где сбивают дроны. И Зеленский завтра, это подтвердил Белый дом, встречается с Трампом. То есть это все уже договорено. Трамп, там Аргентина, ну, в общем, нормальный у него график. И вот мы же хотим как-то предстать. Но завтрашняя Генассамблея ООН, она пройдет под знаком Палестины. Все внимание туда приковано. Часть стран признали. Израиль бьет копытом. Говорит, мы все равно будем, в общем, уничтожать. И кажется, что Украину опять отодвигают в сторону. Как вы думаете, насколько рутинным или насколько прорывным будет вот эта встреча с Трампом и вообще сама Генассамблея в контексте украинской войны? Вы параллельно намекаете, я хотел бы уточнить, что удар по Москве не просто так, а для того, чтобы передернуть внимание к Украине снова. Ну, можно сказать, что в этой войне уже годика 3, наверное, закономерностью является, может быть, 2 перед большими любыми встречами идет то, что незаинтересованными сторонами может считаться как провокация. Обычно очень чувствительный удар где-то по российским интересам в глубине России. Абсолютно законный с украинской точки зрения, но перед переговорами, которые способны считаться как провокация и Кремлем, и администрацией Трампа одновременно. Такое есть, да, и оно происходит прямо сейчас. Что касается конструктивности, надо понять, в каком контексте эта встреча. Смотрите, тут произошло
две ключевые вещи. Первое. Дмитрий Козак, первый заместитель администрации президента Российской Федерации, подал в отставку. Это был единственный человек, который был против войны. Публично, последовательно, долго. И раз он подал в отставку, я делаю однозначный вывод. Он заключается в том, что дальнейшие планы Москвы таковы, что он не хочет в этом участвовать, не хочет их разделять. Будет ли он там главой Северо-Западного федерального округа, это почетная пенсия, возвращение в Питер, где он начинал в молодости, да, или не, вместе с Путиным, или нет, это неизвестно. Известно, что я понимаю это однозначно, он не хочет принимать в этом участие. После чего это произошло? После Анкоридской встречи и после встречи в ШОС. Два ключевых события. Все больше информации в открытых источниках о том, что во время Анкориджа на встрече на Аляске Трамп сделал все, чтобы дать Путину разумный выход Российской Федерации из этого конфликта. С сохранением лица, с приобретениями, ну, конечно, с некоторыми уступками, все, как Трамп говорил. Путин на это не пошел. Путин переподтвердил свой ультиматум 2024 года, а его главным аргументом было такое: смотри, дорогой Дональд, ты сколько у власти? Почти 2 года. Тебе осталось еще 2. Потом ты уходишь. А параллельно ты, может быть, потеряешь большинство еще в Сенате за это время, вернее, в Конгрессе в целом. И придут какие-нибудь невменяемые ультрадемократы, и все с изного начинается. Смотри, какая нюанс. Моди и Си Цзиньпинь – это люди, способные обеспечить главное в политике – ее преемственность. Годами, десятилетиями, сейчас и каждый год как десятилетие. А ты чего? И весь ваш Запад чего? О чем и с кем с вами договариваться, если вы не обеспечиваете главного – преемственности политики? Вы сейчас в кризисе, это я уже от себя добавляю, и приход к власти оппозиции разворачивает политику на 180. Значит, что получается? Я сейчас договорюсь, стану, не возьму то, что мне нужно для обеспечения западных границ России, как они считают, да, безопасности. А потом придут демократы, надают Украине оружие и всякое такое прочее, и снова сызново. Не-не-не, давайте я добьюсь, установлю и все остальное. А в Кремле родилась очень четкая идея, и победила. Она звучит так: результаты, взятые военным путем, пересмотру не подлежат. Или, по крайней мере, пересматриваются очень сложно. В отличие от дипломатических, которые сегодня есть, завтра дым унес и все. Это беда в том, что это правда. Наша общая беда, что это правда. Таким образом, совмещая это со ставкой личного друга Путина с раннего детства, Козак, означает, что в России, я фиксирую, это победила партия войны, которая поставила на усиление воздействия на Украину с переносом усиления воздействия по всему спектру западных рубежей России. От Молдовы до Финляндии. Ключевые точки Молдовы в ближайшие выборы. Сегодня были сотни арестов и обысков в Молдове. Полиция искала тех, кто готовился шатать Молдову в моменты после выборов, которые будут в следующее воскресенье, 28 сентября. И вот эти знаменитые залеты, пролеты демонстративные в Эстонии, на Балтике, это вот то, что мы имеем в виду. Пока это то, что я называю подпороговые или пороговые действия, на которые НАТО не может ответить, хотя польский представитель на Генассамблее ООН уже заявил министр иностранных дел Сикорский, что будем сбивать вообще все нафиг, что залетает, не обессудь. И Это какое-то странное параллельно... Да. заявление, извините, у Сикорского, Почему? простите. Смотри, слушайте, такой храбрец, ты как бы настрой свои ракеты для F-16, чтобы они хаты не бомбили поляков. Ракета любая может сорваться, кого угодно. Я напоминаю, что во время Холодной войны, по-моему, с десяток ядерных бомб был потерян во время маневрирования, как советами, так и американцами. Вообще по всему миру целиком. И они не все из них были даже найдены до сих пор. Когда много людей на технике, много маневрируют и занимаются, обязательно что-нибудь случается где-нибудь, когда-нибудь, по закону больших чисел. У советской дивизии полнокровного состава, которая выходила на летние учения дивизионного масштаба, они не часто случались, на дивизию мог поднять только генеральный штаб, но тем не менее. У них была негласная норма 20 человек погибших просто потому, что 20 тысяч мужиков ездят на технике, ночью, днем стреляют и так далее. Обязательно что-нибудь могло случиться. Так вот, у меня в училище за 4 года погибло 18 человек. Просто во время обучения. Со всех курсов. Всех 4, пока я 4 года учился. Так вот, к чему я это говорю? К тому, что параллельно идет еще один трек. И вот он задает второй основной тон, он как бы смешан из двух красок. Это звонок Си Цзиньпиня и Трампа. Разговор около 3 часов. То, что выдали в публичное пространство,
Си Цзиньпинь готовятся взаимные визиты, готовится соглашение рамочной о зоне торговли, американское, вернее, о правилах торговли, торговое соглашение. Американские сенаторы сегодня, вот эти 2 дня в Китае, предварительно готовят соглашение. Конгрессмены, сенаторы, там я точно не уточню, кто приехал, это не важно, члены парламента. Но они должны сделать взаимные визиты. Си Цзиньпинь к Трампу или Трамп к Си Цзиньпиню. Причем китайцы говорят, настаивают, чтобы Трамп приехал первый обязательно. Это означает, что параллельно столкнулись 2 течения. Знаете, как картинка, моря не перемешиваются. Одна – желание партии войны в России, вот этого огромного Z-сообщества, которое подпирает Путина уже. Фактически в заложники его взяла его политика, она является фактором, который невозможно игнорировать. Армия, спецслужбы, возросшие, самоорганизовавшееся вот это Z-ное гражданское общество, как они называют, плюс ВПК. И на Путина давят, а кроме того, как мы говорили, нет выхода. Запад не может ничего гарантировать. Поэтому как только в Кремле решили окончательно, что результаты, которые взяты военным путем дипломатическим, нельзя пересмотреть, на это стал играть Китай. То, что попало в открытую прессу, китайскую, американскую, показывает, что Украина была одним из ключевых вопросов. Не так, как обычно, пятым, а одним из ключевых. Трамп, не надеясь договориться напрямую с Путиным, помните, он вздыхал и говорил, Путин меня подвел, переводит это на Си Цзиньпиня. Помоги мне примирить Россию и Украину. Для Си Цзиньпиня это просто карт-бланш. Не знаю, будет ли он помогать. Но то, что он будет изображать, что он помогает, важно, потому что под это главное условие для Трампа можно выторгать все, что угодно. И мы видим уже отмену 400 миллионов военной помощи, которые должны были уйти Тайваню. И это был суперсигнал колоссального масштаба, потому что многие союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе США, да и не только, восприняли это как прямое предательство. Более того, они с китайцами договорились, что США не будут помогать недружественным режимам на время переговоров, на время визитов. Ну, то есть помощь морозится до конца ноября, по сути, получается. Вот сейчас мы вступили в очень важный трек. Китайцы будут мотать по полной Трампа на торговую сделку, на невмешательство в дела, на разграничение зон ограничения, на там все, что им нужно, только изображая, ну, конечно, мы тебе поможем в Украине, потому что 7 войн ты помирил, 8-я осталась. Я не думаю, что они помирят, потому что российскую позицию не заставит изменить даже Китай. Я скептик, но помотают нервы славно Трампу и поторгуются с ним. Тоже славно. Что делает Российская Федерация? Она подыгрывает. Вчера выходит Песков и говорит, нет, мы открыты мирному треку. Сегодня выходит Путин и говорит, смотрите, у нас жест доброй воли. Мы договор о ограничении ракет средней и малой дальности продолжаем добровольно еще на год. Мораторий. Это очень сильный жест, это комплиментарный Трампу, ему есть чем хвастаться. Вот, поэтому идет подыгрывание. Россия с Китаем играет Трампа сейчас. Очень сильно разматывая его на выгодные условия, на выгодное промежуточное соглашение. Нет, это не новая Ялта, не будет новой Ялты, слишком большая сумма противоречий. Но помотать его на всякие частные выгодные временные договоренности, да, под разговор о том, что, ну, конечно, мы готовы пересмотреть и готовы помирить. Мы сделаем все, чтобы помирить Россию и Украину. Ну, или, по крайней мере, не увеличивать помощь России. Вот примерно эту перфокарту дают китайцы Трампу. Ну, Вот это я так сейчас. понимаю, Алексей Николаевич, что Да. помирить имеется в виду мирный договор, вот это вот Прекращение огня, все. мирный договор, все, о чем мечтает Трамп, да. Не-не, смотрите, то есть без прекращения огня, сразу, так сказать, договор. Потому Нет, что тут договор, потом недавно, прекращение огня по факту и так далее. да, тут недавно Келлог как Да. бы опять переворачивает эту матрешку вверх ногами, которая все равно становится, Ванька-встанька этот, да, становится опять в ту же самую позицию, говорит, ну, там рассуждает, что вот, я там пытался Трампа убедить, а он, блин, ни в какую, представляете, что сначала прекращение огня, а потом мирный договор. Да, именно так и есть. Эти условия, наверное, не будут пересмотрены, что никто не хочет уже прекращения огня, потому что трактуется это однозначно. Если способ достичь военным путем, достичь результатов, ключевой, а дипломатия вторая, то перемирие российской стороной воспринимается однозначно. Запад успеет пополнить Украину вооружение военной техники, Украина успеет демобилизоваться, подготовиться, докопаться. Зачем им нужна эта передышка? Это уже решенный вопрос. Он был решен еще в Анкоридже. Получается, Да. что мы идем по треку Анкориджа, а не сбиваемся с него. Нет, мы изображаем ради Китая. Россия изображает трек Анкориджа. Там принято однозначно. Если бы не отставка Козыка, можно было бы поверить, что Россия действительно послушала Китая, развивает трек Анкориджа. Это не так. Отставка Козыка сказала бы не все.
Потому что это война. Это однозначно война, и не только с Россией, с Украиной, но и крупные провокации в отношении европейских союзников, вплоть до возможного открытия боевых действий. Уж гибридном или не гибридном варианте посмотрим. У них нет сухопутной группировки серьезно давить на Польшу, там страны Балтии, но провокации, полный спектр там провокаций и с гибридного воздействия, я уверен, вмешательство в выборы, провокация на суше, на море, мы это уже видели. Может быть, будут какие-то зеленые человечки, может, дроны будут откуда-то взлетать, кого-то поражать. Ну, типа паутина, только на польской и балтийской территории. Вмешательство в выборы в Молдове вот уже прямо сейчас, да, и так далее. Поэтому Запад будет хлебать полной ложкой. На что он выхлебает, мы посмотрим. Они не очень боятся на Западе, прямо говорил, прямого столкновения и готовы к нему, но, безусловно, не желают. Трамп же играет на том, что ему нужен мир, мир, мир. Он должен помирить Россию и Украину. Он не может допустить этого поражения на этом треке. Вот сейчас китайцы. С Путиным напрямую не получилось. Надо через китайцев говорить Путина. Они искренне считают, что Китай имеет серьезное влияние на Россию. Он должен помочь. Но я уверен, что китайцы с россиянами сознательно разводят Трампа, договорились и играют в игру. Уж больно согласованное заявление китайского МИДа и, например, того же Пескова, российские официальные заявления. Буквально как перемигиваются конечки. Только китайцы что-то, они сказали. Только этот Песков китаец. Поэтому это, ну, Трамп как бы находится в ситуации, когда он понимает, что происходит, но не хочет упускать даже маленький шанс хоть как-то продвинуться на этом треке. Прежде чем умыть руки, если он вообще их собирается умывать. Вы сомневаетесь? Неизвестно. Есть, конечно, мнение бытует, что вот вьетнамский сценарий и так далее, и так далее. Я тоже люблю поклипушествовать на этой теме, но если совсем всерьез говорить, вот совсем серьезно, неизвестно, как поступит Трамп, и неизвестно, как поступит Запад. Они действительно растерянность, они не знают, что делать с Украиной. Недаром президент Финляндии заявил сегодня, что второй день подряд он намекает на то, что единственными гарантиями безопасности являются прямые боевые действия Запада, защищая Украину. Но на Западе разные партии, в том числе разные партии в окружении Трампа. Есть партия, которая говорит, так ну давайте отдадим им вообще все, что у нас есть, и хай воюют. Вот, тормозят. Потому что ключевым является два фактора. Первое, даже три. Низкая эффективность российских ударов по Украине. Она эффективна, они эффективны, подчеркиваю, но менее эффективна для, то есть такую 50, там, бывшую 50-миллионную, а нынешнюю 27-миллионную страну не так просто завалить даже очень точным и эффективным ударом. И энергетика, и подвижной состав, и даже склады вооружений и боеприпасов, которые часто накрывают, все равно держатся, все равно продолжается война. Второе. Медленные темпы продвижения россиян на фронте, хотя они очень ускорились в последнее время, в том числе произошло ключевое событие, почти пало Серебрянское лесничество, и противник, а может быть и пало, проскочил на Ямполь 25 километров до Славянска. Из 3 оперативных балконов для славянско-краматорской операции один уже готов. Вот. Второе – это то, что Украина достаточно эффективно бьет по НПЗ российским, причиняя определенные неприятности и так далее. И, возможно, эта кампания будет продолжена. Скорее всего, будет продолжена, будет усиливаться. Поэтому на Западе говорят так, да, ситуация для Украины сложная, имеет тенденцию к ухудшению, но Украина стоит, держится, а значит, при помощи определенной мы можем делать ситуацию медленно развивающейся, медленно. Параллельно будет нарастать кризис в Российской Федерации, как они считают, особенно если новый пакет санкций, особенно если договоримся с китайцами, особенно. То есть они работают, мыслят сценарно, они оставляют тот сценарий, где, как выразился то ли Келлок недавно, то ли кто там, то ли Уитков, что Россия можно тормознуть, как бы, как это сказать, как он сказал, доказав ей бесполезность системных усилий вот именно во взятии того, чего она хочет военным путем. Потому что слишком долго, слишком дорого, слишком бесполезно. На Западе искренне так думают. Можем поговорить, насколько это вероятно, но Вообще думают, невероятно. Ну вот смотрите, думают вообще они невероятно, так. потому что Залужный писал ровно то же самое. Помните, в самом первом материале, нашумевшем, мы думали, что мы нанесем сейчас такой ущерб Российской Федерации, российской армии, и они остановятся. Ну и где? Уже плюс 3 года воюют. Мне интересует вот здесь аспект один очень интересный. А что вскрывает внезапный, очень интересный законопроект Зеленского, который разрешает отправку подразделений ВСУ за границу. Там есть четко выписано Британия, Северная Ирландия, Турция, ну и там прям корабли с количеством там, людей, которые там будут с этими кораблями. Значит, возникает много вопросов.
одни говорят, что это не просто про корабли, которые выйдут где-то прогуляться. Другие говорят, что это и про какие-то контингенты, и фактически это ширма, маска того, что Зеленский готовится куда-то войска отправлять. Да? Не-не-не. Саш, не то. Третьи Да. говорят, что спасаются, как бы с Черного моря уходят. С чего вдруг? Ну, то есть вообще непонятный законопроект. Не-не-не, ничего такого. Тральщики британцы планируют передать Украине, и экипажа нужно обучать. А турки честно клепают очередной корвет, и экипаж нужно обучать. Никакой там страшной тайны нет, никаких там войск никуда не поедет воевать за британский и турецкий интерес. Это конкретное распоряжение по посылке экипажей кораблей, которые будут обучаться. Когда и как они будут применяться, это большой вопрос, но по мере передачи, по мере передачи материальной составляющей флота, надо учить экипаж. Это стандартная процедура, хочешь не хочешь. Самолет передает, экипаж должен быть обучен. Корабль передает, экипаж должен быть обучен. Вот они там полетят, полетят, доберутся до Турции и Британии, будут честно там учиться в территориальных водах Британии и Турции. А прорывы обратно на Черное море трехтральщиков вряд ли ожидается, там, да, или корвет. Поэтому здесь можно не беспокоиться. Ну, то есть на Приднестровье Зеленский посылать войска не будет. Неизвестно, будет ли он посылать на Приднестровье, но я не думаю, что это сценарий реалистичный. По одной простой причине, потому что молдовская полиция эффективно, за ней маячит Румыния, а за ней НАТО. Спецслужбы эффективно работают с возможными угрозами в Молдове. Мы вернемся еще к этой теме, потому что много вопросов было предварительно оставляли по этой, ну, конкретно к вам, по поводу молдавской истории. Меня интересует тогда ваше отношение к тому, что Зеленский запускает экспорт оружия, контролированный, регулируемый, управляемый, в той ситуации, в которой находится сейчас ВСУ на фронте, насколько это правильное решение? Смотрите, все смешнее с экспортом. Еще 2 года назад, год назад, точно полтора, украинские производители, несмотря на тяжелую обстановку ВПК, могли производить оружие на 25 миллиардов долларов в среднем. Украинское государство могло закупить на 5-6 ежегодно. То есть мы недополучали, украинский бюджет недополучал 20 миллиардов, это колоссальная цифра, учитывая, что он там весь 100 с небольшим. Пятую часть бюджета на экспорте оружия. Наконец-то и экспортеры давно кричали: дайте нам возможность. Украинское оружие, особенно дроны разного рода, пользуются заслуженной популярностью в мире, потому что все поняли их силу, а оружие опробовано на поле боя, опробовано эффективно, конечно, хочет и НАТО, и Южная, и Африка, и Южная Азия, и Южная Америка. Все хотят этот тип оружия везде, где идут войны. Поэтому производители давно просили, но, видимо, Зеленский, первое, недооценивал, не понимал, во-вторых, не были организованы соответствующие коррупционные схемы. Теперь, я думаю, они организованы, и когда картиночка сложилась, можно разрешать экспорт. С одной стороны, надо радоваться, потому что должна пойти твердая валюта в бюджет. Она никогда не мешает, учитывая, что на 300 миллиардов гривен нужно только армии, только до Нового года. А на следующий год дыра в бюджете, по оценкам того же Зеленского, публичным около 50 миллиардов. Но вот экспорт закрывает почти половину этой суммы. Смотрите, очень многие телодвижения, которые сейчас делает Зеленский, это телодвижения для того, чтобы где-то закрыть дыру в бюджете на 26 год. Ну, как раз формируется. Все подчинено деньгам, он оговаривает это в интервью. Это по логике понятно. И экспорт не от хорошей жизни. Раньше как было: Европа платит, Америка платит. Ну, так а что нам, зачем нам вот это все и пятое, десятое. А теперь Америка под вопросом. Она, конечно, будет платить, но помощь сокращать. Европа под вопросом. И надо денежки где-то искать. И поскольку эти люди недальновидные, они не сделали это год назад, не обладают стратегическим мышлением год-полтора. Сделают это сейчас, когда уже петух жареный клюнул в задницу, да, и надо где-то искать твердую валюту. Если нет денег, ЛПИС пишет, 1,5 миллиона мужчин бегают, прячутся, ну, то есть в виртуальном формате находятся, ну, это по их подсчетам. Кто-то говорит больше, кто-то говорит меньше, ну, примерно избегают вот службы воинской, за ними активно охотятся. И, судя по всему, мобилизация будет ужесточаться вот всеми теми методами. Бодикамеры, кто помнит о бодикамерах? Недельку поговорили и забыли. Да? Все видят люди на улицах и все прекрасно понимают. Нарастает сопротивление, и как бы это давление, машина еще больше набирает ход. А деньги есть для этих Если мобилизованных? Бигуса уже мобилизовали, то мобилизация ужесточается. Не, ну, мне кажется, это все-таки пиарная такая история. Винницкий ТЦК, чего, ну, он такой какой-то, не знаю. Поймал Дениса бедного на улице, наверное, затащил в бус.
прошел ли Бигус, Денис тогда. Бигус, расследователи скандальные, вот эти все, ну, сливы из спецслужб, заказы, Смотрите, наезды. Да. мобилизация будет ужесточаться. Почему? Потому что Российская Федерация планирует мобилизацию. Она придерживает ее до развязания трека между китайцами и Трампом. По просьбе китайцев. Я думаю, это мое предположение, но то, что они предварительные мероприятия уже там проводят, и примерно разговоры у них идут декабрь-ноябрь, это однозначно. Пойдут ли, неизвестно, но планировать они ее планируют, потому что они не могут решить свои задачи ни в отношении нас, ни в отношении там, стран Балтии, не получив дополнительно много-много десятков тысяч военнослужащих, лучше пару сотен. Напоминаю, что емкость российских учебных центров 110 военнослужащих на 110 тысяч на учебный период. Часть из них будет срочниками, которые будут учиться. То есть, ну, считайте, 80, допустим, они будут готовить. Они могут воспользоваться учебными центрами Северной Кореи теоретически. Вот, там Китая, возможно, и так далее. Но в любом случае, 80 за учебный период, за 3 месяца по военному времени. То есть, они где-то полгодика будут ставить в строй людей. Если часть кинут на пополнение сил, как они сделали первый раз, мобилизованных без подготовки, а просто чтобы запереть дыру, нам уже очень сильно поплохеет. И поплохеет Запад. Вот, потому что появится необходимый компонент, сухопутный компонент для угроз Западу. Даже если они не будут переходить границу и маршем идти на Сувалковский коридор, то сам факт нахождения на границах – это суперфактор, который игнорировать не получится. Поэтому, да, они давно нуждаются в мобилизации. Для них это ключевая история. Они ее готовят. Но по просьбе китайцев и потому, что она имеет возможные негативные последствия на общественно-политическую ситуацию внутри самой России, они пока ее придерживают. Соответственно, если у них будет мобилизация усиливаться, то и у нас она будет усиливаться, нет вариантов. Более того, даже если у них не будет усиливаться, у нас она будет усиливаться однозначно, потому что средняя комплектность частей подразделений сил обороны Украины 40%. Из-за этого успехи противника, потому что он просто идет в стыке и проходит, просачивается в основной сейчас способ. Это проход просачивания между позициями, где бойцы глубоко зарыты и не вылазят. Они вылазят то из нор, только когда противник приблизился на дистанцию ближнего стрелкового боя 30-40 метров. И то им, когда подсказали по рации, что вот уже тут все враги, и надо стрелять из автомата, а не ждать, пока эпивидрон прилетит. Вот такая сейчас война. В эти промежутки заходят, по капельке накапливаются эти самые. Но не везде. Например, на том же самом Лиманском направлении там просто тупо механизированное наступление со стороны противника. Вот. И фронт сейчас динамичен, он меняется. И основная причина того, что российские наступления ускоряются на некоторых участках, они получили неожиданный успех, которого от них не ожидали, который они сами не ожидали. И решить эту проблему можно только одним. Никакое вооружение, военную технику это не решит, хотя поставки снова пошли. Решит только наличие личного состава, потому что сколько бы ни было дронов, роботов и всех остальных, решает все его величество пехотинец, который наступает на окоп или сидит в окопе. Все остальное вспомогательное по отношению к нему. Силы и средств. Так что мобилизация будет усиливаться. Какими мерами она будет усиливаться, это большой вопрос. Я не думаю, что спустя 3 года они придумают щадящие меры, скажем так. Или вдруг как-то так сделают мобилизацию, что все проследятся, как это, 1,5 миллиона бегающих прослезится и побежит куда? Записываться. Одна из таких способов мобилизации – это создание престижных лейблов, вот как формирование этих штурмовых войск. С военной точки зрения, название «штурмовые войска» – это страшно смешно, потому что это все равно, что был, ну, примерно как микрофон или там зумовский корреспондент или микрофонный диктор. Вот примерно такой же оксюморон, потому что войска делают только 5 видов способов действия войск существует оперативных. Внимание, наступление, оборона, марш, расположение на месте и стабилизационные действия. Что такое штурм? Это очень узкий и очень специфический способ наступать. И у нас целый род войск создается по одному из тактических приемов. Я сегодня написал материал, где спрашиваю себя, а почему не создать пистолетные войска, войска для кустов, блиндажные войска, домашние войска, которые в домах сидят, войска для дорог и так далее, и так далее. Ну, понятно почему. Там 2 причины. Первое – затягивание молодежи 18-24, которым нравятся приставки штурмовые. Механизированный только лох пойдет, а штурмовая – это круто.
А во-вторых, там еще одна тенденция. Я ее описал, если хотите, поговорим о том, как офис заигрывает с Да, я радикалами. хотел бы сейчас об этом поговорить, потому что Да. это принципиально важно. Мы фронта коснемся, разберем подробнее немножко позже, Мгм. но это очень важный момент. Обратили внимание многие. Вы у себя в Телеграме и Безуглая раскритиковала. Короче, 18 августа Мгм. Валентин Манько, да, становится как бы руководителем штурмовых войск, представляете, Украины. Значит, правосек, Безуглая четко пишет, рейдер, бандит, что делалось, да, всю дорогу. Ну, условно, есть какой-то зажиточный фермер. Крадут Мгм. человека, выставляют выкуп. Свои, все свои. Ну, то Манько, Махно, понимаете, там все беспредел. Все раз, хлоп, и то, хоть у Махно был какой-то, ну, какой-то свод ценностей там, на той территории, где он провозгласил Примерно анархию. на той же, в районе Днепропетровской области. И Екатеринославская. Это. И понимаете, в чем как бы вопрос? Значит, вот эти пытаются штурмовые войска создать за счет там ДШВ. Ну, вот как бы так. И вот, в общем, задача какая, да, как бы прикрыть вот эти мясные наступления. Э, Так, подождите, Манько, характер его и характер этого назначения нам о чем говорит? О том, что Зеленский погонит всех вперед наступать? Или в чем сверхзадача вот появления такого рода войск и Смотрите, таких людей? ключ очень простой. Смотрите, все, что делает офис, надо в первую очередь объяснять внутренней политикой, ее перспективами. А у них есть кандидат, который по всем отрывам, даже официальным опросам, обыгрывает Зеленского на выборах. Его зовут Валерий Залужный. Опора Валерия Залужного электоральная – это армия, силы обороны, люди в форме и члены их семей, и сочувствующие. Ему надо, Зеленскому нужно размыть эту опору. Потому что, чтобы размыть эту опору, нужно перехватить симпатии и армии, а также размыть ее по принципу ключевые люди из Залужного ушли с ключевых должностей, а остались только правильные люди. Ну вот, а поскольку кадровые военные в принципе не склонны играть в такие игры, нужно брать политических авантюристов. Читайте лидеров всех этих уличных движений, радикалов и так далее, и так далее. Правый сектор, там, Национальная ассамблея, Белецкий, там и прочее, прочее, прочее. Поэтому Белецкий командир корпуса, поэтому есть 5-я штурмовая там из правосеков, поэтому вот есть штурмовые войска, поэтому Манько. Да и, честно говоря, СБС с товарищем, как его, Мадяром, который, как Юра Бутусов написал, а потом куда-то делся материал. Большой специалист был делить аграрные схемы Юрия Янаковского еще когда-то. Да. Он же поставлен туда не потому, что он хороший организатор. Сегодня Сергей Флеш, известный специалист по радиоэлектронной борьбе, по дронам и так далее, по военной всей этой радиотребухе, деликатно написал, что, ребята, вы когда отчитываетесь за период своего нахождения на должности, какие вы молодцы, а именно это сделал Мадяр, надо сравнивать с предыдущим периодом. Но то как бы не оказалось меньше, а не просто отчитываться за полгода. Вот это настоящий отчет. Так вот, его туда поставили, по моему глубокому убеждению, потому что, по некоторым наблюдениям фактическим, потому что СБС сегодня – это огромные потоки денег, миллиарды долларов. СБС, Но давайте расшифруем. Ну, силы силы, беспилотных да. систем. А это надо уметь делить. И вот смотрите, что они делают. Они выбивают почву в армии из-под Залужного. Они создают верных себе людей на ключевых должностях. Они затягивают туда радикальную молодежь, которая должна быть потрачена быть в этих штурмах и в этой обороне. То есть одновременно сокращают. Они заигрывают и составляют будущие списки героев, которые, по их мнению, должны пойти в Верховную Раду не по спискам Залужного, а по спискам офиса и в местные советы. И противопоставляют одних будущих героев другим будущим героям. Вот. Не существует. Как это все оправдывается? Кадровые военные плохо себя показывают. Или так, скажем, армия такая большая, что не найдется на всех. Мы ставим тех организаторов, которые эффективно доказали, что они бла-бла-бла. Это все бла-бла-бла. Даже если это так, это там 10, 15, 20% причин. Реально. Не существует, не существует объяснений и оправданий тому, что около криминальную шпану, по которым тюрьма плачет, ставят командующим родами войск в армии, которая стремится в НАТО. Можете представить, что волосы на ногах дыбом стоят у будущих наших натовских и нынешних союзников, прости господи, которые смотрят, кого у нас назначают командующими родами войск. Криминальных преступников, как говорят про них, пишут в открытых источниках, да, по которым плачет тюрьма, как говорят неравнодушные комментаторы в тех же открытых источниках. И это позор нашего государства, когда насилуют единственный институт, который делает государство государством, силы обороны, вооруженные силы,
размывают и ломают его для того, чтобы получить будущее электоральное преимущество там, в этих политических играх. Вот. Меня в этом поражает не офис, потому что офис целую страну ломает для того, чтобы своей личной выгоды добиться. Тут уже что уже там какая-то армия. Меня поражает высшее военное руководство, которое не может этому ничего противопоставить и не хочет. Потому что, видимо, боятся. Во-вторых, наши генералы заходили всегда в офис, переодев штаны задом наперед, расстегнув сзади ширинку. У них бывает, у наших военных очень много военного мужества, это правда. Но гражданского мужества им радикально не хватает, а оно будет покруче, чем военное. Объясняю почему. Воевать, сидеть в окопе или штурмовать окоп действительно сложно и страшно. Это действительно очень сложно и страшно. Реально страшно. Надо преодолевать себя, нужно очень много мужества и так далее. Посылать людей на бой, даже сидя на командном пункте, сложно и страшно. Нести ответственность. Но заметьте, когда ты это делаешь, ты герой. Для противника ты противник, он может убить тебя, ты его можешь убить, но справа, слева и в тылу у тебя свои, и ты герой. А как только ты поссорился с начальством, проявил гражданское мужество, не согласился, заявил, ты сразу враг и для своих. И вот тогда у тебя получаются враги спереди и враги сзади. А вот на это очень мало кто решается, особенно из кадровых подпогонных ребят, потому что им всем с первого курса внушают дисциплинарную жилку. Они реагируют раньше и щелкают каблуками раньше, чем успели подумать. Очень немногие военные обладают гражданским мужеством. И вот это у нас происходит. Это позор. Позор вооруженных сил. Потому что, ну, я же говорю, околокриминальная шпана на должностях командующих родами войск – это катастрофа для Украины. Историческая катастрофа. Причем, что характерно, они могут довольно неплохо управлять, применять эти силы и средства следственно-бытового опыта, черт характера и так далее, и так далее. Но сама логика таких постановок – это катастрофа для Украины. Полковник Манько. А когда он был лейтенантом? Какие должности он прошел? Вот мне сильно, сильно интересно. Да. Покажите послужной список. А еще я обратился сегодня к депутатам Комитета по национальной безопасности и обороны. Скажите, а вы видели обоснование формирования штурмовых войск Центральным научно-исследовательским институтом вооруженных сил, Генеральным штабом, хотя бы записочку какую-то? Или там, например, Национальным университетом обороны, где теоретики сидят и формируют все это. Где обоснование? Вы его читали? Хотя бы на салфетке, хотя бы два предложения. Вы же парламент, вы должны осуществлять парламентский контроль. Так учат в этом вашем самом НАТО. Иначе эти военные вместе с офисом распоясаются. А недавно была замечательная статья в «Зеркале недели» уже не про армию, а про спецслужбы. Удастся ли Зеленскому загнать джина, выпущенного из бутылки, обратно? Потому что у спецслужб сверхполномочия, сверхдоходы, сверхвозможности. Например, прямой ликвидации граждан других. И говорят своих стран. Так вот, с своей стороны. Поэтому это огромный джин. Офис пытается с ним совладать, пытается обыграть. Но я ему написал, что, ребята, вы наивные, как пробки. Это не те мальчики, которым вы сможете управлять. Они вас намажут на бутерброд и сожрут, когда понадобится. И вас, и Залужного, и потом сожрут друг друга, потому что там один закон, как у горцев. Живых должен остаться только один. Это очень опасная игра. Офис пошел по военной политике катастрофическим путем. А теперь представьте. Вся эта публика, как командующая родами войск, будет определять мобилизацию и порядок применения этих самых войск и сил и средств. Что ждет мобилизованных и что нас ждет на фронте. Вы возобновили сборы, и это не обошлось без скандала. Значит, 158-я горит сначала. К Арестовичу не имеем никакого отношения. Они сказали, что я мошенник, мошеннические деньги. Да, пошел вон аферист, вот так вот, все. Да. Потом прошло там 2 суток, и потом, ой, да, это, но мы с Арестовичем дела не имеем, мы там с ГОшкой имеем дело. Мы имеем дело с ГОшкой, а Арестович, всего лишь запостил. После сказанного выше, я задам простой вопрос. А почему Арестович вернулся к сборам, отказавшись от них по причине того, что помогать армии, то есть помогать воевать, это плодить убийство? Объясняю, потому что Российская Федерация приняла свое решение воевать до конца.
в том числе и с нами. Поэтому «Мирная дуга», трек, который с прошлой осени развивался, надежда была на Трампа, на здравый смысл, на примирение сторон и так далее, закончен. Война будет идти до победного конца. По крайней мере, следующая дуга этой всей длинной истории – это беспощадная война, борьба за мир, так что камня на камне не останется. А я лично заинтересован в том, чтобы Российская Федерация не победила в Украине. У нас осталось как можно больше ресурсов и возможностей, потому что при всей ненависти к землянке УПА она слабая и бестолкова. Это землянка УПА. А Российская Федерация, ее государственная машина, это закомплексованный империализм, он организован и эффективен. Если он сюда придет, здесь свободы не останется. А даже если треть населения Подождите, Украины... подождите. Да, Свободы не... Вы серьезно сейчас? однозначно. Вы, ну и я, ну, я про вас. Мы же ваше решение обсуждаем. Вы Да. человек, попавший под санкции. Человек, в которого плюют, ужас, что пишут. И вы терпите на себе, ну это так откровенно, да, ну этот дуристику вот эту, не даже не черный пиар, а дуристику, издевательство над именем, полоскание, и вот эта история со сбором, это яркий тому пример. И вы говорите о том, что придут империалисты и будет меньше Смотрите, свободы? Саша, все очень просто. Это клоуны. Все эти Громадские, все эти военные, там, все эти там, народные депутаты, все эти Зеленские, все эти Ермаки – это клоуны. Это очень смешная история. Они никогда не будут до предела эффективны, потому что они тупые, и у них оборонительная психология, агрессивная. Люди, которые напечатали фейк про Арестовича, а на следующий день не смогли найти себе сил извиниться, это не враги. Я их не считаю серьезными противниками. Это пена, она поднимается, поднимается и сходит. У Украины остаются хоть какие-то шансы, даже при этой смешной, тупой, примитивной землянке УПА. Они примитивные. Я их не опасаюсь как противников. Они никакущие, все вместе взяты. Российские чекисты и политики – это совсем другая история. Если эти парни придут сюда, с ними не забалуешь. Понимаете, да? Мне нужно, я заинтересован как личность, чтобы остался какой-то кусок Украины, желательно с большими ресурсами. Я сейчас не говорю про территории, с большими возможностями, потому что тогда это обеспечивает лично мне возможность игры. В России, с Россией ты не сыграешь. Ты либо подчиняешься, либо будет как с Навальным. Фотку его камеры видели? Да? Поэтому, а эти полощут мое имя, а те мне намажут новичок. Чувствуете разницу? Понимаете, да? Где-нибудь на пайку, где-нибудь в тюрьме. Поэтому здесь разговор очень... Подчиняться я им не хочу, потому что я сам хочу определять свое будущее. Я могу с ними договариваться, я могу с ними согласовывать. Я не отзываю ни одного своего слова, которое я говорил за крайние полгода. Более того, я сейчас скажу страшную вещь. Это братские народы. Я считаю русских и россиян, вернее, украинцев, братскими народами. Русскими. Глобальными этой цивилизации принадлежащими. Но это такие братья, которые приняли решение, что они либо сломают нам хребет, либо будет либо по ихним, либо сломают хребет. У меня ответное предложение к этим братьям – сломать им сапатку, чтобы они остановились, и, наконец-то, мы получили возможность договариваться. Не я принял решение сорвать мирный трек и добивать Украину до конца. Они приняли это решение. Я, как гражданин Украины, пусть даже под подведенными санкциями и так далее, лично заинтересован, что как можно больше украинской территории осталось. Территории, где пусть с минимальным успехом, минимальной вероятностью, но возможно какая-то борьба за человеческие права, за достоинство, за полный парламентаризм, за разнообразие мнений и культур. Такая возможность остается, особенно учитывая, что мы в тени Европы, которая будет за этим следить, и совсем уже откровенно диктатуру не оплатит. А раз не оплатят, диктатура долго не просуществует, даже если Подождите, оплачивает. установится. Не оплатит. Ну, стойте, ну оплачивает сейчас. Все, что Она, будет, смотрите, уже есть. смотрите, Ваши Саша, слова. Саша, она Оплачивает сейчас. Она оплачивает вооруженную борьбу с Российской Федерацией, вовсе не диктатуру. Она на диктатуру Зеленского оплачивает. Она закрывает глаза на авторитарный режим правления Зеленского и поддерживает его только для того, чтобы он боролся с Российской Федерацией. Она решает свои цели. Но, например, тот же еще Transparency International показывает там длиннющий и очень нелицеприятный список для этого сам. Более того, Зеленский во время картонного протеста сам был назван коррупционером. Вчера в Политеке вышла статья, да, в Политеке, как она там называлась? Вы наверняка следили, да? Где Зеленского покрыли вообще уже черной краской, как бы совершенно. Я примерно знаю из тех же разговоров с таксистами, анализируя обстановку на Западе, что все прекрасно все понимают. Глазки они закрывают по принципу сукин сын, но наш сукин сын. Только война закончится, все свалят на Зеленского. А Украине объяснят, что надо идти условно-центристским путем, либеральным.
Поэтому все эти мальчики в камуфляжах и штурмовых войск, все эти там страшные пипы и прочее, запрещающие ЦОЯ, столкнутся с главным сюрпризом в своей жизни. Моя задача сделать так, чтобы территория этого сюрприза была побольше, ресурсов и возможностей. За Украину еще можно побороться внутри Украины. Можно проиграть с высокой долей вероятности, но можно побороться. А вот с Россией не поборешься. Там или по-ихнему, или никак. Поэтому меня устраивает то, что мы с русскими, с россиянами принадлежим к одной цивилизации, но совершенно не устраивает их политическая культура существующая. Понимаете, да? Поэтому я возобновил сборы, потому что они сказали, что они закрыли мирный трек. Я их остановил на время мирного трека. Если сейчас, да, горько признавать, я считаю, что россияне и украинцы не должны убивать друг друга ни в коем случае, буду бесконечно повторять эту фразу, даже несмотря на стадию войны, но они же не оставляют мне выхода. Они мне не оставляют выхода, они хотят задавить, в том числе и меня. Они хотят, чтобы Леша Арестович симпатично делал, как они велят. А шаг вправо, шаг влево, прыжок, побег на провокацию. Со мной нельзя так разговаривать. Не получится. Поэтому я возобновляю сборы. И буду делать это крайне эффективно, как я делаю все обычно. Вот и все. Когда возникнет история мирного трека, когда они будут готовы остановиться и снова поговорить о мире, я сразу скажу, ребята, прекрасно, хорошо, что мы снова друг друга понимаем, давайте о мире. Что я вообще про мир. Но есть такой мир, который достигается только через войну, когда эти ребятки не добегут, например, на правый берег Днепра, и с ними можно будет говорить, ну что, сколько вам надо еще потерять сотен тысяч, чтобы мы все-таки начали разговаривать? Без скольких НПЗ вы должны еще остаться? А, Они это выбрали, не я это выбрал. Смотрите, тут просто напрашивается сам... Мгм. Вас Собчак пыталась завербовать, но условия не подошли. Э, Саша, как вам деликатно сказать? Ну, Кандидат? подождите, это самый популярный вопрос сейчас. Давайте я вам проясню кое-что, раз уже пошел разговор. Смотрите, с кем может говорить человек, претендующий быть кандидатом в президенты? С кем Собчак? хочет. Собчак? С кем хочет, Алексей Собчак я Николаевич. могу говорить как интервьюер, а по политическим вопросам с кем я могу говорить? Что такое завербовать? Глав держав или претендентов на главы держав не вербуют. Передать Да будет вам известно. И передать ничего не некую получится. весточку. Не, никаких весточек не получится. Я не буду ни с кем говорить с Российской Федерацией, кто не является высшими представителями военно-политического руководства. Ну, например, Владимир Путин, если до этого когда-нибудь дойдет. Вот это я готов рассмотреть. А все остальные, я бы еще мог поговорить с Козаком, потому что я знаю его как очень порядочного человека со времен переговорного трека. Все. С кем мне еще говорить? Я бы даже с директором ФСБ не стал бы разговаривать, с начальником генерального штаба. Ну, начнем с того, что они со мной не стали бы разговаривать. Но и я бы не стал. Какая Собчак? Какая вербовка? Кто эти страшные майоры, которые там должны прийти, что-то передать и кого-то завербовать? Это вообще о чем? Так а на что вы собираете? Я собираю на вооружение военную технику и средства обеспечения жизнедеятельности сил обороны Украины, чтобы они эффективно защищали свои жизни и эффективно уничтожали противника в этой войне. Нет, просто вот этот сбор, который породил массу скандалов вместе с этой Это, 158-й, это водичка. ну, это вода. Ну, то есть тут ничего такого Да, страшного. следующий сбор будет в 93-й бригаде через их благотворительный фонд. Благотворительный фонд собирает, а я всего лишь размещаю этот самый на Мавики. Мавики – это средство боевого поражения, разведки и поражения противника. Никаких иллюзий не должно быть. Отказались от мирного трека, нате, вот Леша Арестович свой маленький симпатичный процесс, свой, как это, протест, свой лист подсолнуха, вернее, подорожника машет и говорит, все, собираем снова на военные железяки, которые будут вас убивать, извините, ребят. Это вы захотели, не я этого захотел. Я работал на мир последние 2 года, крайне. Днем и ночью за счет своей репутации, за все положил на то, чтобы был мир. Вы сказали нет миру, окей, вы не оставили мне, маленькому персональному, симпатичному маленькому Арестовичу, не оставили никакого выбора после этого. Вы не оставили. Алексей Николаевич, чашку кофе нельзя купить, ну, в Украине подсанкционному человеку. Оплатить 50 гривен за то, что там получить какую-то, не знаю, справку. Да? Нам с вами. Да, нам с вами. Как вы думаете, эти общественные организации, которые, ну, при бригадах, при военных, они шибко будут рады вот такой помощи?
Я не знаю, ошибка Рады, но у меня порядка 15 заявок за 2 дня уже. Я их всех спрашиваю, вы не боитесь, что будет очередной скандал, что позвонит начальство, там с офиса скажет, через Арестовича не собираетесь. Но нужда такая у людей, что они говорят, нам плевать. Нам нужна машина, нам нужны мавики, нам нужна там водичка, нам нужна и так далее, потому что без этого как бы не едет все. Начальство нам плевать, мы видели столько трупов, столько тел, и столько сами рисковали, были ранены и убиты, что нам уже плевать на любое начальство. Дайте помощь. Дадим помощь. Алексей Николаевич, значит, очень интересно, ну, опять социология идет. Ну, знаете, вот мне кажется, вот куда ни вступи, везде какая-то вот, ну, лепеха, понимаете? Мгм. Вот они на прошлой неделе приняли большой закон о том, давайте-ка всех в один реестр. Все реестры в один реестр, получается, ты кликаешь по человеку, и там все реестры светятся у тебя, все. Параллельно с этим, то с нотариатом проблемы, утечка произошла. Сейчас вот это вот 20 миллионов пользователей в ДИЕ, да, то есть в трубу вылетели в открытый доступ хакерам и так далее. Потом это все очень и очень неправдоподобным образом, ну, как бы Ну, антикриз залепливается. был так себе, скажем так, антикриз был так себе, Ну, так правильно? вот тем же, куда вступили и пытаются залепить, а потом все-таки подтверждают, что ну да, ну какой-то был. И там была утечка, и там была утечка, были проблемы. Вот точно так же с вот этими соцопросами. То у нас 62% хотят, готовы терпеть войну сколько нужно. Вот сейчас рейтинг групп публикуют. 62% украинцев назвали самым важным в жизни победу в войне. 53 семью и близких, 34 собственное здоровье. И 76% оптимистично оценивают будущее Украины, а 72% свое собственное будущее. Вы мне скажите, пожалуйста, вы просто, я понимаю, что вы давно уже не в кругах, в офисе и так далее, а где отсыпают то, что привозят порошкообразного украинцам в районе офиса Зеленского? Есть пункты незламности. Что это за опрос такой? Смотрите, там разговор очень простой. Как ломают людей? Его вызывают и говорят, смотри, тут есть симпатичный конверт, ну или, скажем, тендер, на котором можно вдруг, вдруг купить новую квартиру в Киеве. А с другой стороны, смотри, как Бигус уже насколько был популярный известный человек, и тот мобилизован. Представляете, что будет, если ваш опрос, ну, допустим, что далеко не маловероятно, кому-то не понравится? Какому-нибудь главе местного района, районного ТЦК. Вы будете однажды идти на работу, заниматься соцопросом, а рядом тормознет бусик, и вот вы уже под Покровском мужественно сражаетесь. Вот и все. А так можно хорошо жить и даже неплохо зарабатывать. Ну, выбирайте. Как вы думаете, что выберет 99% людей в этой ситуации? 99,999. Эти опросы абсолютно лживы. И главным доказательством, давайте так, выглядит как абсолютно лживое, а главным доказательством является количество молодых людей 18-22, которые выехали в Польшу в первую же неделю. Даже по официальным данным 10 тысяч. При том, что вузы пожаловали, что они набрали половину студентов, 250 тысяч только в этом году, по-моему. Да? Что такое 10 тысяч? Это значит, математики, ну-ка нам подскажите, сколько это процентов? 2,5% – это 4%. В первую неделю выскочило 4% будущих студентов вузов. Это катастрофа для государства. Это катастрофа для государства. Это катастрофическая утечка мозгов, перспективы и так далее, и так далее. А чего же и куда они уезжают, если, согласно этим опросам, они все дружно должны что? Гордиться Украиной, сидеть в Украине, воевать за Украину и что? И там, значит, испытывать чувство глубокой нежности к своей родине и желание, чтобы не стало связать свое будущее именно с ним. Поэтому это шизофреническая вот эта пена в СМИ, которая в двух соседних новостях дает, так что даже заскринить удается совместно, откуда много курьеза возникает, дает противоположные сигналы абсолютно. Весь этот соцопрос, это все можно свернуть и в трубочку выбросить, потому что ну куда, ну как. Я думаю, реальный соцопрос показал бы катастрофические цифры. Вот. И сильно за 50% отрицательных оценок, потому что в той атмосфере, которая существует сегодня в обществе Украины, оценки не могут быть больше 50. Ни при каких обстоятельствах, никак. Они и в мирное время такими не являлись. Помните, согласно соцопросам довоенным, это сейчас никто не помнит, еще до 2014 года, еще до второго Майдана,
еще до отъема Крыма, еще до начала гибридной войны с Российской Федерацией нашей, основной мечтой молодежи было по соцопросам уехать из Украины навсегда. А теперь во время всего этого, когда 10 тысяч молодежи выскочило только официально, только в Польшу, ведь они уезжали через другие границы, за неделю, а это значит лучшее подтверждение тому, что они свою судьбу связывают с Украиной, ничего другого не хотят, и вот все там, камон, кому вы это внушаете? Поэтому, да, есть ложь, есть чудовищная ложь, а есть соцопросы во время войны. А есть Ющенко, который говорит, что надо идти на Москву. Как оцениваете его? Ющенко – это особый случай. Ющенко – это человек, при котором осуществилась основная распродажа вооруженных сил Украины. Например, смертельный удар нашему ПВО и нашей авиации был нанесен именно при Ющенке и его могучем министре обороны Гриценко. Были в сети сравнительные таблицы. Я думаю, все их видели. А кто не видел, может поискать. Как, когда, при ком распродавались. Вот такого распродажи, как при Ющенко и при Гриценко, средств вооруженных сил Украины, которые сейчас могли бы служить и воевать и защищать страну, не было. Он нанес смертельный удар нашей обороноспособности. А теперь пыхтеть и рассказывать, что мы должны побежать на Москву и всех там победить. Человек, который не справился с Тимошенко, ну, знаете, проиграл войну Тимошенко, да, он сейчас рассказывает нам, как взять Москву. Смотрите, того, что моя позиция стала как бы такой, которая возобновила сборная сил обороны Украины, это не значит, что я отменяю все свои слова или перестаю критиковать все то, что в Украине творится. У украинцев сегодня 4 врага. И первый из них – это управленческий кретинизм и коррупция так называемых украинских элит. Она никуда не делась. Я как подчеркивал, и так и буду подчеркивать. Второе – это вот этот замшелый жертвенный национализм. Позорный, местечковый. И только на третьем месте – это московский закомплексованный империализм. Только на третьем месте. Начнем с того, я подчеркну еще раз, что если бы элиты не были кретинами и коррупционерами, все элиты, все 6, и все их 6 команд, то и войны бы не было на самом деле. Мы бы сейчас с вами не решали вопросы, возобновлять сборы, не возобновлять сборы, что это значит, что это не значит, и так далее, и так далее. Они довели до этого всего. Напоминаю, что темпы сокращения демографии украинской еще до 2014 года, до войны, были темпы, которые не каждое государство не в каждой войне имеет. Взяли 52-миллионную страну в 1991 году, и что у нас там было к 2014 году? Прости господи. Потери, сравнимые с потерями Украины во Второй мировой войне, были за мирных 20 лет, там, 25 лет независимости. Я уже не говорю потери промышленности и прочее, прочее. Это все украинские элиты. Украина – самый неудавшийся постсоветский, постсоциалистический проект. И потом чудо, которое виновато во всем этом ключевым образом. Ющенко был ключевой фигурой, на которой все поломались. Напоминаю, я уволился из ГУРа после прихода к власти к Ющенко. Потому что до этого это еще было похоже на армию-разведку. Потому что советская инерция продолжалась. А он начал отдавать такие указания, устанавливать такие порядки, что там невозможно было находиться в здравом уме. Основной отток профессиональной кадровой силовых структур, в частности из вооруженных сил, это после прихода к власти Ющенко и все 5 лет его правления. Это была катастрофа для армии, для спецслужб, для обороны страны. Он создал условия, когда Российская Федерация решила, что с Украиной можно справиться силой. И теперь он нам рассказывает про поход на Москву. Ну, сидел бы не отсвечивал уже, но это просто позорнейшая история. Я уже не говорю о том, что даже если бы он был кристально честный и вложил всю свои силы в обороноспособность, допустим, то и тогда бы это предложение было бы безумным в настоящих условиях. А поскольку он еще наибольшую яму нанес боеспособности, вот это предложение бежать на Москву, ну это что? Это в надежде, что люди забудут про то, как он продавал вооружение, военную технику, что он делал с армией, со спецслужбами. Или как? На что это расчет? Что у людей короткая память, как у Гупи? Ну, вот про Арестовича люди помнят все. Наверное, они вспомнят и про Ющенко, если они Не, про Ющенко не напрягутся. вспомнят. Не вспомнят? Только про руки. Ну, А и мы всё. им поможем. Значит, друзья, давайте в экспресс-режиме, ну, потому что это важно. Все-таки военный дневник, так называется у Алексея Николаевича, и, собственно, нашей встречи. Пройдемся по линии фронта. Я хочу начать с другого конца. Да? Я хочу начать с запорожского направления. Вот здесь вот Никополь, Херсон. Значит, во время нашего эфира были удары по Одессе, Сумам и Николаеву. Но меня интересует первый вопрос, и он, наверное, очень важный. Сейчас многие аналитики пишут следующее. Россия превращает Запорожье в Херсон.
Имеется в виду дроны, бомбежки, фабы и город, ну, который под прицелом город-призрак. А, У меня вопрос. Скажите, а мы вот Запорожье мы защищаем? Херсон мы уже не защитили, это понятно, по атмосфере, как там люди живут, да? Так, а Запорожье почему не удается защитить? Что вы скажете об этом направлении? Действительно ли туда бросаются сейчас усилия противника? Бросаются усилия. Смотрите, логика какая. Во-первых, есть приказ Путина, политических властей, руководства России. 4 области и Крым. Их надо взять физически. Во-вторых, для того, чтобы взять физически что-то на конкретной местности, нужно немножко вторгнуться и в другие области. Ну, вот, например, история, которая делает понятной всю логику. Вот есть стык Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Ну, ты не можешь брать Запорожскую область только по границам. Или выйти на границы Донецкой, стать и стоять, а тебя будут, по тебе будут держать оборону, а по тебе будут бить вооруженные силы России, вернее, Украины. Если есть движение, если возможно движение, позволяют силы и средства, ресурсы, то ты будешь наступать, пока наступается. Не потому, что они коварно хотят захватить всю Украину, а потому, что лучший способ обеспечить захват Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Крыма – это зайти в области, которые граничат с этими областями, и создать там буферную зону, чтобы административные границы этих областей, которые записаны в Конституции Российской Федерации, были в тылу, а не были передовым окопом. Поэтому они идут и будут брать столько, сколько они могут. Да. Опять же, когда возникнет будущая торговля, если она когда-нибудь возникнет, ну, допустим, представим себе невероятно, китайцы и инопланетяне уговорили россиян ограничиться только 4 областями и Крымом, то, отводя свои войска из Днепропетровской, Харьковской, там, например, Николаевской, правильно, и так далее, всегда удобно сказать, ну, хорошо, а вы нам что? Вот мы сейчас отойдем, а вы нам что? Есть чем торговать. Та логика, та же логика, исходя из которой офис приказывал Сырскому удерживать Курск. Курские территории. Вот. Логика будущего обмена. А Запорожская, да, поскольку российские войска под Покровском, южнее направления, имеют успех, широким фронтом наступают в Днепропетровской области. Там у нас что, уже вторая эвакуация. Очень хотелось бы уточнить, а где знаменитые укрепления Корбана, которые, находясь где, в Канаде там, или где, или в Европе, радостно там строил. Вот. И почему они не работают? Ну, это так, мимоходом. Так вот, логика этого продвижения создает для российского командования уникальную ситуацию. А именно, она позволяет зайти с севера, с северо-западного фланга в тыл запорожской группировки наших войск, сражающихся на Запорожском фронте. Таким образом, она создает им угрозу окружения или полуокружения, и наш фронт сразу оказывается мягким. Потому что, когда ты сражаешься с противником, идущим тебе в лицо, а тебе вот так вот заходят, да, мы помним Куликово поле, как засадный полк, который вот так вот ударил и решил все вопросы. Это повторение той же истории, только в онлайн-режиме. Поэтому войска сразу становятся неустойчивым, снабжение становится неустойчивым, а планирование становится хаотическим. Фронт резко ослабляется. Это как человеку поддых дать. Или сзади огреть по голове. Вот то же самое они делают с Запорожским фронтом. Если для этого надо пройти Днепропетровскую область, они ее пройдут с удовольствием, хотя она вроде как не в военных планах, и прочее, прочее. То же самое теперь мы смотрим на Купинское направление. На Изюм идут, это вообще вполне себе Харьковская область, которая не входит в Конституцию Российской Федерации, пока, во всяком случае, не заносится. Но боевые действия ведутся и на севере ее, ну там, понятно, там буферная зона, и на ее востоке, и на юг. На юге и будут вестись далее по той простой причине, потому что захватить Луганскую стать они не могут, им нужен что? Донецк. А чтобы Донецкая, надо проходить через Харьковскую. Надо от Купинска идти на Изюм. Вот, как бы, да, и вот это ровно сейчас случается. Поэтому боевые действия по логике войны, по начертаниям группировок, по географии, по всему остальному вышли давно за пределы 4 означенных областей и будут выходить дальше, потому что логика военная, политическая и географическая это прямо диктует. Прямо диктует. Это неизбежно, к сожалению. Поэтому, да, по Запорожью будет воздействовать. Запорожье – тыловой район и столица той области, которую они хотят захватить. Там расположены основные административные объекты, расположение военных, склады военные, производственные мощности. Все то, что позволяет силам обороны Украины сдерживать российскую армию. Значит, с точки зрения российского командования, они должны быть уничтожены или ослаблены, или их деятельность должна быть прекращена. Идет рутинная военная работа. То, что она идет по жилому городу, ну, такая вот война. Все работают по жилым городам. К сожалению или к счастью. Человечество вообще сволочи и мудаки. Все причем.
Поэтому, да, когда все рассказывают про гуманность гражданским, а когда доходит до дела, начинают херачить по этим гражданским, так что гай гудит. Причем все херачат по-своему. Вот. По-прежнему эта война, повторимся, остается войной, где потери гражданских меньше, чем потери военных. И это уникальная война из всех, которые были с 1945 года и современно. Но, тем не менее, удары идут по городам. Я недавно разговаривал с женщиной, которая пережила в Киеве позавчера. Но она живет возле одного нашего площадки, назовем его так, в которую в крайние месяцы очень активно прилетает. Десятки шахедов, баллистика и так далее, и так далее. Она пережила, ее подняла взрывной волной, швырнула там по улице. Ну, слушайте, знаете, понимать, что переживают гражданские в городе, на который летят шахеды, это одно, там, или баллистика. А я тут прожил она, мы с ней хорошо поговорили, по душам, глаза в глаза. И это, конечно, катастрофа. Катастрофа для людской психики, индивидуальной и коллективной. И я, кстати, хочу попросить у вас, что ли, ну, не знаю, как это правильно сформулировать, меня правильно понять и даже, может быть, где-то простить, потому что я любил бравировать этим, в том числе и в ваших эфирах, о том, что душа, там шахеды, как бы, да, все мы сидели под шахедами и так далее, треба бути незламными и прочее, прочее. Но я понимаю, что переживают гражданские, особенно когда они не понимают, что такое реальная опасность. Это катастрофа, это печать, которая будет 100 лет вымываться из коллективной памяти народа. И все эти мамы, бабушки, которые каждую ночь сжимаются, не знают, прилетит ли им в подъезд подарок от старшего российского брата, это, конечно, я ему еще раз и еще раз сочувствую. Потому что умом понимать это одно, на фоне всех этой бесчисленной злобы и ненависти, которая на меня льется, я могу, конечно, огрызнуться, подшутить, очень язвительно задеть, но поговорив с этим человеком, я понял, я представляю, что люди гражданские переживают. И мои соотечественники, еще раз выражаем сочувствие. Попутно хочу выразить сочувствие российским гражданским, которые переживают то же самое, когда летит на них. К сожалению, так устроена война. Еще раз повторяю, русские и украинцы убивать друг друга не должны, по моему глубокому убеждению. Но если уже взялись убивать, нам не оставили выход. Мне лично не оставили выход. Все очень просто. Позиция не поменялась. Поменялось решение в связи с этой позицией, потому что поменялись обстоятельства. Еще один эпизод, который я хотел бы уточнить. Значит, мы услышали о том, что в направлении Липцев, это Харьков, да, вот конкретно, вот этот промежуток фронта, пошло движение. Давно его тут не было, а тут чего-то пошло. Вместе с этим также на днях заметили на Старом Осколе, это вообще, как бы, ну, собственно, вот Новый Оскол, вот там выше Старый Оскол, то есть увидели где-то проход ДРГ украинской. Что за активизация в районе Харькова? Есть ли планы подойти к Харькову или идти туда? Они хотят отсечь как минимум восток Харьковской области. Это необходимо как операционный тыл для действий в направлении Изюма и Купинска. Тут я не думаю, что речь идет пока о взятии Харькова, об окружении Харькова, но дальние мечты пройти, отрезать восточную часть Харькова, это однозначно. Они предпринимали усилия, предпринимают и будут предпринимать дальше. Алексей Николаевич, есть на самом деле еще одна тема, которую я хотел затронуть, и потом пойдем к зрителям, к вопросам. Скажите, пожалуйста, а почему так мерзко все выглядит в последнее время в плане призывов и вот этих митингов с мегафонами во Львове? Мова має значення. Ницой вышла сегодня, Ива Бобул, они все стали в рядочек, начали так, до этого там еще интеллигенция пришла. И получается очень интересная штука. На прошлой неделе там в горсовете львовском депутат Свободовец говорит, Львов русифицируется. Да, трагедия у них там, да. Ну и пошла вот эта вся история. Потому что они... это. Все очень просто. Они конченые гнилые твари. И другой оценки не заслуживают. Та же Пипа, которая несовершеннолетнего, без ведома родителей и не удовлетворяя родителей, держала под стражей за исполнение песни Цоя, которая даже в запрещенные песни не переходит. Причем привлекала одновременно полицию, как говорят, криминальные элементы. Почему-то Генпрокуратура не расследует. Тяжкое должностное преступление против прав человека в отношении несовершеннолетнего, совершенного народным депутатом Украины. Они же прекрасно понимают, что делают. Они твари, которые хотят подавлять, ломать людей и заставлять им менять самоидентификацию. Вот они и есть причина войны, одна из причин этих войн.
Вся эта гнилая, провонявшая портянками землянка УПА, это и есть эта причина. У них ничего нет. Они абсолютно бесплодны творчески. Они ничего не создали за 3-4 года и не могут создать. Они могут только запрещать, тащить, не пускать и ломать. Огромное количество взрослых людей в Украине с поломанным достоинством, потому что они боятся отсвечивать, потому что на них тут же накидывается этот долбанный м, долбанный Шакалий экспресс. И я как продолжал, так и буду продолжать бороться с ними. Землянка УПА и отстаивать человеческие права и достоинства вне зависимости от того, на своем уровне, так как я могу, на каком языке говорит человек. Если бы они просто любили Украину, все было бы замечательно, мы все ее любим. Но им же для того, для любви к Украине нужно обязательно наехать на кого-то, не обязательно на русских. Ну, в данном случае русских и российских. Вот этот эпизод, когда дети едут в поезде во Львов, разговаривают, и на них какая-то там озверевшая корова там орет типа... Верхние Да, полки. с верхней полочки кричит на детей. Потом мне спрашивают, почему дети разбегаются, почему не хотят возвращаться. Потому что вы их унижаете и ломаете на старте. Я вам дам оценку. Украина сегодня превратилась в страну, слушайте внимательно, в которой невозможно свободное развитие личности. Это главное преступление против человечности. Мы никогда этого не забудем. Какие бы сборы я не собирал и не возобновлял, это борьба за возможность. Возможность победить землянку УПА. Понимаете, да, и не попасть в ватный барак, который сюда придет вместо зелянки. Потому что ватный барак просто эффективнее, он здесь ничего не оставит. Ты ему либо подчиняешься, тогда ты свободен и можешь развиваться на очень узком коридоре. Да, действительно, есть определенная свобода, есть определенное развитие в узком коридоре следования государственной линии. А если нет, будет как с Навальным. Но более того, российский ватный барак, он чем более силен. Мало того, что он организован, эффективен, он еще и, ну, хоть какое-то развитие обеспечивает. Научное, техническое, культурное, какое-то. О качестве спорим. Эти же все выжигают. Это же мертвая земля. И ничего не создают науки. Они уничтожают культуру. Они унижают массово своих соотечественников. Они плодят внутреннюю чуму. Они делают Украину царством, разделенным в самом себе. Это подонки высшей пробы. И их фанатичная вера в том, что они правы, потому что Украина має бути українською, это только усугубляет все это. Поэтому они там прыгают на фоне бюджета распределения осеннего. Этот вопль про то, что русифицируется Львов, и переводится так: дайте нам денег во время определения осеннего бюджета, областной сессии и городской сессии, а мы их потратим на какую-то борьбу с какой-то там русификацией, а на самом деле поделим. Тут все понятно. Более того, я же недавно написал, если вы читали, что кого не возьмешь, они все бывшие коммунисты и комсомольцы. Все их голоса ключевые. Портников, Пекарь, кто там, Ницой, Фарион. Это все товарищи, которые за Бушка. Все, которые вступали в партию, бляха, в 1987 году, когда в СССР или позже были проведены уже первые свободные выборы, не надо было быть коммунистом для карьеры. Вот. И это главный идеологический аппарат землянки УПА представляют собой бывшие коммунисты, комсомольские, все активисты, либо люди с признаками агентурного аппарата КГБ СССР. Поэтому я понимаю, какими глазами москвичи на это смотрят. Агентура, отбившаяся из рук, которая себе что-то там вообразила, ее надо, конечно же, поставить на место. Я их очень сильно понимаю. Как офицер спецслужб, скажем так, в прошлом. Так вот, эту изнанку этой войны еще предстоит исследовать. Да, меня поражает, как широкие массы людей не удосуживаются просмотреть биографии своих кумиров или как они их оправдывают. Фарион преподавал русский язык иностранным студентам и вступила в КПСС, бляха, в 1987 году. Когда я уже смеялся в лицо чувакам, которые пришли к нам в класс, мне было 14 лет, и сказали: вступайте в комсомол. Понимаете, да, уже все было понятно. Вот она умудрилась вступить, рвала глотки, ползла вверх, а потом стала страшной украинской националисткой. Царствие ей небесное. Так вот, это основная причина всех бед Украины. Они человеконенавистнические, они абсолютно... Российский режим может быть людоедским, но он, по крайней мере, обеспечивает государственное развитие. Криво, косо, можно долго смеяться над их практиками, там, увеличения демографии, рождения и так далее, и так далее. Но заводы работают, самолеты летят, что-то там производится, внешняя политика обеспечивается, в космос летают, и в Большом театре танцуют балерины. Эти же уничтожают все. Это главные враги Украины.
два главных врага Украины. Россия – это третья проблема Украины. Первая – это абсолютно насквозь сгнивший элит. Второе – это вот эта распоясавшаяся землянка УПА. За Украину стоит бороться прежде всего с ними, а только потом с Российской Федерацией. Вопрос только в том, что реальное положение не позволяет собирать сборы на борьбу с этими самыми, с землянкой УПА, да, и с властями. Потому что в условиях военного положения это будет переход на сторону противника. По всем формальным признакам, увы и ах. Но в мирное время и за это борются, с моей точки зрения, силы обороны Украины. Даже если силы обороны Украины думают иначе, возникнет возможность парламентской борьбы, борьбы на местных советах, борьбы политической и общественной в пользу того, чтобы вернуть Украину в состояние нормального государства и выпинать эту землянку УПА. Или, по крайней мере, придавить эту змею, чтобы она головы больше не поднимала. Вот и все. Ну, это тыл. Это тыл. Это тыл, да. Пока к ним дойдет война, останутся только они. И получается, что будет только землянка УПА. Или будет несколько Украин. Этот сценарий тоже никуда не отменяется. Про него уже Орбан говорил. Я вам скажу страшную вещь. Если выходить в область чисто умозрительного, фантазии, которая не имеет никакого отношения к реальности, то, может быть, чехословацкий вариант был не так уж плох для нас в 90-е. Вот чтобы они там сидели и строили себе это то, что они хотят строить. И не травили всю остальную Украину. К сожалению, галицийского разлива Махровиша национализм победил в Украине, хотя были много видов другого национализма. Про Черновола можно вспомнить и так далее. Даже национализма, я уже не говорю широкого проекта и так далее. И мы имеем то, что мы имеем. И эту роль сыграла очень большая западная политика, потому что Госдеп США и все эти канадские институты устроены очень просто. Они доверили заниматься большой многонациональной сложной УССР, бывшей Украиной, людям второй и третьей волны иммиграции, то есть махровейшим представителям землянки УПА. Понимаете, да? А мне один товарищ, американский таксист, у которого звездочки на погонах не помещаются, сказал когда-то, что это была наша самая главная ошибка в отношении Украины. Это американская оценка. Сказал, наша главная ошибка, что мы доверили вашей диаспоре заниматься Украиной. И сначала была перехвачена не политика, сначала была перехвачена гуманитаристика. Когда нищие наши ученые, философы, социологи, и эти самые историки были готовы хвататься в 90-е за любую работу и проводить любое влияние, чтобы получить 100-300 долларов, которые являлись спасением для них и для их семей в это время. А потом мы не заметили, а у нас уже землянка УПА натянута на все. А война только это все усилила. На травме войны это все только поднялось. Поэтому Украина проклятая земля, не сама по себе, а проклятая вот этими скотами. И этих скотов надо ставить на место со всей силой, которая есть у всех людей доброй воли. Потому что главное, вся земля разделена сегодня не государственными границами, и не идеологиями, и не культурами. Она разделена местом, где человеческой личности помогают развиваться, не мешают развиваться, либо подавляют ее развитие. Землянка УПА создала условия в Украине, которые мешают, препятствуют сохранению человеческого достоинства и развитию человеческой личности. Ни больше, ни меньше. И это проявляется во всем. В бегстве людей, в нищенских пенсиях, в абсолютной коррумпированности властей, в разделении общества на слои, когда буржуи на буржуи, как это, богатеют, а бедняки должны умирать в посадках под фабами. Человека ненавистнической идеологии, который не просто любит Украину, мы все ее любим, а обязательно должна задавить кого-то во имя этой любви к Украине, так называемой, и так далее. Поэтому борьба будет тяжелой, и отнюдь не означает, что мы победим, но пока у нас силы обороны охраняют эту территорию, и есть шанс на то, чтобы сколько бы этой территории не осталось, пусть мало, пусть заберут 12 областей, есть возможность побороться. А если победит матушка Россия, то уже никакой борьбе речи не будет. Будем отсиживаться по Канадам и США. А ТЦК это сила обороны? ТЦК – это часть силы обороны, которая обеспечивает мобилизацию. Наиболее преступная часть силы обороны Украины, насквозь коррумпированная и уничтожающая человеческое достоинство.
Значит, давайте подведем итоги опроса и перейдем к вопросам. Вопросов сегодня очень много, и действительно, спасибо вам, друзья, что ставите лайк, пишите в комментариях, что думаете. Кто в итоге обгадится больше остальных? Такой был опрос эфира, спасибо большое, 15 тысяч с половиной голосов мы получили на канале, на трансляции на моем канале. Значит, 6% считают, что Кремль, 12 Белый дом, 33 Брюссель и 49 Банковая. Ну, почти половина, да, всех все-таки Банковая обгадится по итогу, ну, в итоге, да, больше всех. Посмотрим, на самом деле, кто как обгадится. Давайте перейдем к вопросам. Все-таки вопросы дело святое, дело нужное. Все не успеем, однако формат такой. Вопросы по QR-коду, потом закрытый клуб, сообщество YouTube, предварительно оставленное заранее, и 2 чата. Ну вот, пройдемся, попытаемся все как бы эти источники испить, да, ваших, скажем так, вашего интереса. Поехали. Алексей, вы так долго учили нас мыслить стратегически. Объясните, что же на стратегическом уровне означает факт, что вам пришлось отвечать на вбросы? На какие вопросы? Ну, я так понимаю, это ситуация со 158 и всего остального. Это не мне пришлось отвечать, мне глубоко плевать на эти вбросы. Это для того, чтобы сбор продолжался. Если я взялся собрать солдатам на воду, то мне надо собрать. А эти вбросы мешали просто сбором. Вот и все. Сутки нам понадобилось, чтобы все прояснить. 158-я извинилась перед Гошкой, не извинилась передо мной, но мне плевать на их извинения. Мне нужно, чтобы солдаты оказались с водой. Все. Солдаты будут с водой. Но сбор закрыт уже, считайте. Благодетель, Алексей, вы за сохранение власти глобалистов в Молдове в лице Санду. Вы опять возобновляете сборы на убийство братских народов, подкидываете дрова в костер. Вы говорите, что ни одна армия не бьет по мирным, но вот страшные россияне бьют специально по мирным в Херсоне. Говорите, что Путин агрессор, хотя прекрасно понимаете, что лишь отвечает на угрозы, которые создаются глобалистами на его границах. Так вы, в конце концов, можете определиться. В начале войны главный рупор антироссии, главный русофоб, острие информационного копья. Сегодня независимый аналитик за метацивилизацию Русь. Вы то пойдете на выборы, то не пойдете, то вам вообще не интересно, что происходит. Вы один из немногих здравомыслящих политиков из Украины, но у вас нет четкой позиции ни по одному вопросу, как здравомыслящим людям. Поверить вам на выборах и за вас голосовать и нормальную Украину, если вы по сути повторяете путь Зеленского, еще и даже не став президентом. Дорогие мои, это вы не понимаете, как устроена стратегия, не устроена политика. Во-первых, начнем по порядку. Я не был главным русофобом, я был главным, кто заступался за российских пленных и российских военных, даже когда я вещал, победоносно вещал первые месяцы войны. Если вы поднимете записи, я прямо призывал не издеваться над пленными и говорил, что повторял мы европейская армия европейской страны, ни в коем случае. Я пытался инициировать расследование по простреленным коленам. Помните, было видео, когда прострелили российским пленным? И стоял последовательно на этих позициях, как военный, как человек, что издевательство над пленным – это крайняя степень человеческой низости и подлости. Как стоял, так и стою. Я всегда последовательно выступал, еще будучи в офисе, против расчеловечивания россиян. И трек с акулкой, который я глубоко осудил и получил первые крупные неприятности, еще пользуясь, будучи со вторым рейтингом в Зеленском, который съел российского туриста, это было, когда я в офисе был еще. Я тогда его осуждал. Поэтому не надо мне рассказывать, что я был главным русофобом. Ребятки. Раз. Второе. Цитирую Владимира Ильича Ленина. Если политическая ситуация меняется 5 раз в сутки, то политическая позиция должна быть заменена 5 раз в сутки. Вы путаете политическую позицию и стратегию, направленную на достижение далеких целей. Я еще раз вам говорю, моей стратегией является прекращение войны и не создание ситуации системы коллективной безопасности в Восточной Европе, когда белорусы, россияне и украинцы никогда больше убивать друг друга не будут. У них будет другая система арбитража. И никогда не позволят Западу собой манипулировать, натравливать друг на друга и заставлять валить друг друга при большом удовольствии для большого интереса третьих игроков. Но в данный момент не я определяю эту политику, ее определяют в Москве. Москве принадлежит политическая, стратегическая, военная инициатива. Они приняли решение наступать. Так вы же говорили, мы же с вами обсуждали там неделю-две назад, что Путин пошел на определенные уступки, а сейчас вы говорите, что он пошел забрал, как бы слово дал, слово забрал. Пошел, но эти уступки оказались недостаточными, чтобы Трамп с ним договорился. Раз. Во-вторых, Путин пошел на уступки в Анкоридже, а потом Козак ушел в отставку. И я это могу трактовать только однозначно. Победа партии войны, он бы никогда не ушел оттуда, пока была возможность хоть как-то сделать мир. В-третьих, еще одно доказательство.
Работа по Молдове активна. Вы говорите, вы поддерживаете Санду, она левый глобалист. Ну, во-первых, надо доказать, что она левый глобалист. По мне, она левый центрист. Раз. Это раз. А во-вторых, ребята, Молдову берут не ради самой Молдовы. Молдову берут ради Одессы и отрезания Украины от моря. А меня это не устраивает. Мне, как человеку, который надеется еще побороться за Украину, нужен выход Украины к морю и ресурсы. Поэтому я буду противодействовать любому проекту, который служит тому, чтобы отрезать Одессу от Украины. Вернее, отдать от Украины и захватить море. Все очень просто. Это простой стратегический расчет. Представьте себе, что я вдруг действительно хочу быть будущим руководителем Украины. Зачем мне Украина, отрезанная от моря? Какие бы братские народы не пытались отрезать ее? Какой бы братский народ? Поэтому одно другое не отменяет. Да, мы братья с Российской Федерацией, вернее, с россиянами. А сейчас оно никуда не делось. Но если россияне хотят поставить нас на колени и придавить сапогом, то я этому брату буду сапатку ломать. По крайней мере, делать все. Пока он не одумается и не начнет разговаривать по-человечески. При этом я понимаю эту позицию брата, и я же ее обосновываю. Я не забрал ни одного слова за крайние полгода. У этого брата просто выхода нет в сложившейся ситуации. Ему выхода не оставляет, потому что договориться ему на Западе не с кем. Нет преемственности политики. Но это же не означает, что я буду разрешать ему ставить меня на колени и сапог мне на шею ставить. Мне, моим родным, близким там, и так далее. Соседям, друзьям и прочее, прочее. Всем тем, кто называется украинцем. За Украину мы еще поборемся. Она гнилая насквозь, но она дает возможность за нее бороться. Да, А в противном случае вариантов никаких. Поэтому, друзья мои, я никогда в жизни не менял стратегическую позицию. А политическую позицию я менял и буду менять по 15 раз в день, если политика будет меняться. Она динамична. Постоянно меняется. Путин не переобувался. Если мы посчитаем, сколько раз он переобулся за 26 лет, вы ахнете и не поверите. Начиная с того, как он рвался в НАТО, недавно ходила по сети его заявление, совместная пресс-конференция с Бушем, и заканчивая всем остальным, потому что он разумный человек и понимает, что если цели его стратегические защита Российской Федерации, продвижение ее интересов, ну тут а еще... коалиции, там порядки, войны, порядок этих войн, соглашения могут меняться. Если он такой прямо вот наступатель на Запад, зачем он продлил мораторий на ракеты сегодня? Да, Дальность вот это я хотел... тоже ж переобулся, правильно? Я хотел это добавить, да. Предъявите Путину, что вы ко мне в комментарии бегаете. Зайдите к нему, когда он ведет пресс-конференцию, и заявите. Пришлите мне скрин, что я предъявил Путину, и я тогда с вами буду разговаривать всерьез. Предъявлять Арестовичу легко. Предъявите Путину, зайчики. Потому что, опять-таки, тут же вопрос интерпретации, подходов и, ну, вот этих, вот эта сегодняшняя история, да, приправленная, что мы снимаем любые ограничения на, ну, короче, орешник, давайте я проще скажу, чтобы все понимали. То есть на вот это вооружение мы как бы будем снимаем, но вот это вот ДСНВ, то есть такое мы там готовы. То есть идет на самом деле, ну, это можно считать как уступка и прогиб под Америку. Ну, вот откровенно говоря. Да, и на самом деле сообщество должно наехать, а Дугина должно разорвать. Он должен кричать, что Путин слабак, сдался и продулся в тот момент, когда нам надо развивать ракеты, которые этот самый, как бы, да, вы вот так вот, ай-яй-яй и так далее. Ну, поэтому, так что, скажем, что Путин переодевается по 15 раз в день. А ну, напишите это в чат, я внимательно читаю. Напишите, Путин переобувается. Как ему не стыдно? Марионеток. Путин Люся. Давайте, я вас послушаю внимательно. Что, нет, язык не поворачивается, зайчики? Что так? Значит, Очко жмется или что? Сошно на Путина наезжать, даже в комментариях. Вот и вся ваша свобода. Вот и все ваше достоинство личности. И вы мне рассказываете, человеку, который никогда не сворачивал с пути защиты человеческого достоинства, причем своих врагов, противников. Никогда не сворачивал. Всегда публично, на пике своей славы, когда мне это было максимально невыгодно. Я вступался за российских военных, за российских пленных, за российских гражданских. Не давал их расчеловечивать. Не даю, сейчас не даю и не дам. Понимаете, да? Но не я придумал эту войну. Я просто, вы говорите, агрессор. Я не падаю, в отличие от вас, Слабаков, не падаю в обморок от слова агрессор. Но агрессор, у них не было выхода. Они вынуждены были пойти на нас войной по сложившимся обстоятельствам. Да, я это подчеркиваю, но война остается войной. В моих родных и родственников в Киеве, моих друзей летят бомбы российские. Я уважаю противника, я не дам их расчеловечивать, но их бомбы летят в моих родных и близких, моих детей, когда они там. Понимаете? В моего отца и маму. У меня 14 человек погибло из ближайшего окружения под российскими бомбами. Вам надо бы оценить мою позицию, вам мозгов не хватает. Я людей, которые убивают моих близких и родных, не даю расчеловечивать своим же соотечественникам. Для меня это максимально невыгодно. Максимально я в унитаз спустил весь свой огромный рейтинг, потому что противостоял расчеловечиванию россиян. Что вы мне трете, бараны, бля? Про смену позиции и обуви. так, Что вы мне трете, бля?
Так, значит, Идите потрите свои. давайте тереть дальше. Павел спрашивает. Алексей, один из признаков договорной войны – наличие так называемых ударов возмездия. Вы атаковали наш НПЗ, в ответ уничтожили подстанцию. Простите, но если цель в войне победа, и если удар по подстанции приближает эту победу в рамках определенной стратегии, то его надо осуществлять просто так, по факту. А то как это получается? Одни могли ударить, но не делали этого, потому что ждали повода, шекспировского возмездия. Не представляю, как подобная военная логика может существовать иначе, кроме как в рамках кем-то спущенного сверху контролируемого сценария. Ответьте, Нет, друзья, Павлу. так не работает. Никто не договаривается о взаимных ударах возмездия, типа это же не шахматы, мы вас тут стукнем, а вы нас тут. За всеми этими ударами стоят человеческие жизни, огромные ошибки. Судьба генералитета и управляющих кадров ПВО, которые должны расплачиваться за это свои. Вы что думаете, так просто дать командующему ПВО, ты эти удары пропусти? Там, да, а ты сюда нанеси. Да он просто закрывает себе жопу. У Путина сидит 27 генералов. Первый же сбежал бы на Запад или там, да, выступил где-нибудь и сказал бы, ребята, что вы договорились с генералами, но нас тут уговаривают пропускать украинские удары. Вы так считаете, это возможно? Война – это кровавая тяжелая драка. И попасть, и просто так убить одного человека или там подбить его вертолет или НПЗ – это огромный тяжелый труд. И отменить этот труд, который сам идет по социальной инерции, сказать, мы здесь пропустим, или там мы ударим и обменяемся, так это ни хрена не работает. Если бы вы знали, как это работает, это все теория заговора самого смешного и мелкого пошиба. Так, переходим к вопросам, как говорится, из других источников. Давайте разрядим обстановку. Иван спрашивает, празднуете ли вы сегодня еврейский Новый год? Бужанский в канале уже всех поздравил, он же украинец вроде как и мы. Нет, но поздравляю всех своих друзей, которые евреи, либо светские, либо иудеи религиозные. Да, поздравляю их с наступлением Нового года. Виктор, американское правительство заявило, что будет контролировать алгоритмы ТикТока. Эксперимент со свободой слова в мире можно считать неудачным. Поигрались и хватит. Ну, сейчас в мире никто не знает, что делать со свободой слова, и меньше всего знают западные консерваторы, которые явилась всем Белым домом и 70 тысяч сочувствующих на похороны Чарльза Кларка и давали чуть ли не клятву на его могиле. Даже Маск с Трампом помирились на этой теме, да, по крайней мере, по губам там какие-то чтецы прочитали, что он сказал ему, я по тебе скучаю, Трамп Маску, давай как-то наладим отношения и так далее. Запад пытается сделать консервативный поворот в том смысле, что победить вот эту самую, всю эту леволиберальную сволочь, которая там условной старостной является. Он против нее борется изо всех сил. Поэтому у него полно своих забот, у этого Запада в этом отношении. Получится или не получится, никто не знает. Я их в этом поддерживаю, правый консервативный Запад, хотя далеко не совсем в них согласен. Более того, в каком-то смысле верна даже та точка зрения, что левые вот эти вот ультралибералы и виноваты в том, что столкнулся Запад, Российская Федерация, Запад и глобальный Юг, а Украина стала их заложником. Потому что тот способ глобализма, который они в жизнь проводили, и породил ситуацию, когда разумные люди с обеих сторон, желающие добра друг другу, вернее, со своим народом, уже дошли до состояния, когда они не могут договориться, а все решается только войной. Это объективный фактор. Это не потому, что Зеленский упертый, Трамп невменяемый, а Путин агрессивный. Потому что объективные обстоятельства таковы. К сожалению. Позицию каждого можно объяснить и даже оправдать, и это все как в Первую мировую. Все были правы, никто войны не хотел, и война была неизбежна. Вот что происходит. И заслуга левых либералов огромна в этом. Они развратили Запад, почти его уничтожили. Они заставили стать Запад на ложные рельсы. Условно говорю, Майдан и печеньки, там целый центр слова. Они столкнули Запад и Российскую Федерацию. Они Украину поставили в ситуацию индейцев, обслуживающих вот этот глобалистский тренд либералов. И борьба с ними далеко не закончена, и победа однозначно не гарантирована. И, кстати, это тоже фактор, который зажимает Украину и поставил ее судьбу в данных условиях. И Россию тоже. И с ними тоже нужно бороться. Так вот, вместо того, чтобы поставить Российской Федерации, поставить вопрос, а может мы, украинцы, с вами вместе против левых либералов, они нас записали, раз вы же братский народ, записали нас во враги, которых надо уничтожить и бить по нашим детям баллистикой. Это их решение. И даже их таких я не даю расчеловечивать, напоминаю. Ну, тут в чате пишут, что говорили не выкладывать видео, в общем, а не делать
Ну, в общем, это как бы люди тут активно обсуждают, Да, конечно. брехня это все полное. Ну, что значит не выкладывайте видео? Я был инициатором расследования. Публично давал комментарии канала. Говорю, я более того, я сказал с трибуны, по-моему, или около трибуны, что мы начали расследование в силах обороны. И оно, кстати, несмотря на огромное сопротивление, произошло вот именно по этому случаю, когда стреляли по коленям. Что вы мне трете, Мгм. дяди и тети? Ну, хватит А, гнать уже откровенную пургу. Виталий, добрый вечер, Алексей Александр. Вопрос. Китай в качестве эксперимента введет ограничения на негатив в интернете. Как вы полагаете, на что введут ограничения в украинском интернете, если учитывать, что заведующий IT в Украине, похоже, начал считать себя богом В нынешней Украине, за в это? нынешней Украине вводить запреты могут только запреты на здравый смысл, на причинно-следственной связи и на человеческое достоинство. Ничего другого от них ждать не приходится. Я знаю, что Федоров сравнился с Богом, да, но это творческая увлеченность, я и не так увлекаюсь. Что касается Китая, это системная проблема. Дело в том, что человеческое сознание, а соответственно и соцсети, как когнитивная их проекция, устроена так, что новости отрицательные разносятся в 10-15 раз лучше, чем любые положительные. Поэтому все СМИ, а потом и соцсети, алгоритмы работают на то, чтобы создавать отрицательные пузыри отрицательных новостей, эхо комнат, к сожалению. И давно уже шел речь. Я когда-то в офисе, кстати, предлагал Мише Подоляку пойти к Зеленскому и сказать, что на очередную сессию ООН еще до войны в 2020 году поставьте вопрос о смене алгоритмов соцсетей. Инициатива от Украины для всего человечества. Некоторое время они даже дискутировали эту проблему. Помните, было знаменитое, не знаю, выступление на 1+1? Я стоял у микрофона направо на Владу и рассказывал об эхокомнатах и как работает вот эта вся история, и что нам надо поставить серьезный вопрос о смене алгоритмов сети, если мы хотим прежде всего сделать так, чтобы Украина не начала жрать друг друга. Это было мое публичное выступление в качестве советника офиса. Я, по-моему, даже там сказал или не сказал, потому что это уже внутренняя кухня, что надо поставить это решение на ООН. Все ищут способы сделать так, чтобы ненависть в мире не распространялась. Основное средство ее диффузии, распространения – это как раз соцсети, накрутки. Ну, Кто-то берет и да. покупает себе соцсеть, поэтому... И да, и в этом проблемка. Проблемка в том, что Китай, который бережет свое население от того же леволиберального или западного влияния, пытается быть одновременно открытым, потому что без этого невозможна эффективная экономика. И одновременно ограничить свое общество от вот этого воздействия. В этом проблема. И заметьте, в отличие от России и Украины, которые полностью посыпались под левым глобализмом, Украина до сих пор в его заложниках находится, Россия против него сбунтовалась, Китай, который еще на Тяньаньмэнь грубо говоря, раздавил попытки вестернизации, в смысле левого глобализма Китая, до сих пор и пошел крайне эффективным путем развития, до сих пор не может решить проблему, где же поставить шкалик весов между открытостью общества, экономики и, так сказать, отсутствием вот этого воздействия. И это нетривиальная задача, ее сложно решить. В Штатах они уже стрелять начали в спикеров правых. Да, А Китай ищет, как ограничить. Никто не знает, ну, как решать эту задачу, но пытается решить, видите? и очень хорошо, что вы, уважаемый Виталий, который задавал вопрос, вспомнили про сегодняшнюю... Ну, это умопомрачительно. Федоров, вице-премьер, говорит, министр, даже ты как бог, ты создаешь правила, люди по ним играют. Ой, как сразу видно. Ну вот признайтесь нам в прямом эфире, был у вас в вашей школе мышления и коммуникации Федоров? Учился? Хоть курс, хоть лекцию? Вот, кстати, у меня учатся самые разные люди, очень разные, под псевдонимом, да. Поэтому под псевдонимом уж был Федоров или нет, я не знаю. Но были люди и покруче Федорова в школе. И были, и есть. Поэтому дай бог ему здоровья, да. И дай бог ему, чтобы его творчество, которое он называет поистине божественным, было только на пользу. Миша далеко не самый плохой в правительстве, да. Я желаю ему удачи и не сорваться. Да, QR-код, который возле Алексея Николаевича, возможность присоединиться к этому числу людей и покруче Федорова, и побольше, и поинтереснее. Это, кстати, под псевдонимом, что важно, особенно в наше такое тяжелое время. Вопрос. Александр, давайте уточним у Алексея, пожалуйста, его отношение и анализ действий Израиля, методы солдат, угроза и кризис в регионе, план Великого Израиля. Меня глубоко тревожит, как Алексей постоянно избегает эту тему действия Израиля в Газе. Это же геноцид? Давайте, Ребята, дайте, пожалуйста, этическую оценку ситуации. ребята, еще раз.
Когда вы увидите, что я что-нибудь избегаю, обязательно мне покажите. Я вам подарю много долларов, сколько смогу, за то, что вы меня поймали на избежании какой-то там темы. Первое. У меня много друзей среди Израиля. В Израиле и среди израильтян. Я сочувствую израильтянам очень сильно. Объективно, потому что их преследуют последние 2000 лет. С моей точки зрения, совершенно незаслуженно. Это гонимый народ. И я ему сочувствую. И людям. Раз. Второе. Я прекрасно знаю историю Израиля, потому что я специализировался в свое время на Ближнем Востоке. И неплохо разбираюсь в истории Израиля. Лучше многих в русскоязычном пространстве. Так вот, если, конечно, это не израильтяне, которые хорошо разбираются сами в своих вопросах. Так вот, я могу сказать, что с моей точки зрения Израиль большую часть своей истории поступал максимально справедливо. Например, Бен-Гурион, когда израильские солдаты брали Иерусалим в 1948 году, отдал приказ расстреливать из пулеметов на месте любого оскверняющего христианские и мусульманские святыни. Этический кодекс израильской армии наиболее тонкий и наиболее человечный среди всех армий мира. 7 октября. Страшная трагедия. Не оставила израильская армия израильскому руководству вариант. Они либо должны уничтожить Хамас, либо эта история будет повторяться рано или поздно. И я же, когда они после 7 октября, давая комментарий израильскому телевидению, говорил, что ваша задача сейчас максимально не сорваться. Потому что если вы озвереете и начнете отвечать так же, как вам отвечали, то вы, во-первых, посыпетесь внутри, во-вторых, вы потеряете моральный авторитет, который накоплен даже среди ваших противников с руководства арабских стран. Израиль проходит по тонкой ниточке. Специфика боевых действий в секторе Газа не оставляет никакой возможности победить Хамас, не нанося массированные артиллерийские и авиационные удары, потому что это сплошная застройка, и по-другому воевать там никто не умеет. Не существует армии мира, которые могли бы сделать это деликатно. Это страшная И трагедия. мечеть 13 века тоже туда же. Это страшная трагедия. У них нет варианта. Если там сидит, например, корректировщик, или оттуда запустили там, условно, гранату из гранатомета, они будут вынуждены стрелять. Нет варианта. Поэтому, но внимание, одновременно я очень уважаю людей исламской, мусульманской культуры, арабской культуры. Считаю их культуру сокровищницей для человечества. И несмотря на то, что я больше сочувствую израильтянам, я также воспринимаю это как ужасную трагедию. В Газе погибло много гражданских, в Газе погибло много детей. Это трагедия без выхода. Без выхода, к сожалению, нет выхода у израильтян, кроме как реоккупировать Газу, иначе 7 октября будет повторяться в том или ином варианте. И этот конфликт принадлежит к разряду нерешаемых, к сожалению. Но я вам могу точно уверить, что не существует геноцида в том смысле, что израильтяне абсолютно хладнокровно бьют по арабам или там от бедра расстреливают арабских несчастных детей этих самых. Такого нет и никогда не было. Вы не понимаете атмосферу в армии обороны Израиля и в израильском обществе. Там такое количество военных наказывали просто за то, что лишний раз арестованного палестинца там поставили на колени или толкнули в спину и разбирательство, что куда там массовый геноцид, как вы нам рассказываете. Это выглядит как массовый геноцид или как этническая чистка, но это всего лишь специфика ведения боевых действий в данных конкретных условиях. Она предельно трагична, но у них выхода нет. Понимаете? И их тоже можно понять. У них просто нет выхода. И я вам скажу, что это единственная армия мира, которая перед тем, как скинуть бомбу, сначала посылает пустую болванку, постучать в крышу, так называемую, чтобы оттуда успели убраться женщины и дети. Другое дело, что во время ведения этих конкретных боевых действий не до болванок, там уже приходится бить так, как есть. Это специфика. Если бы они воевали в чистом поле с Хамасом, то, Ну поверьте, хорошо, жертв было хорошо. меньше. Давайте так. Но Я просто... смотрите, Нет, давайте Хамас, Саша, политически. Хамас выбрали, исламский джихад выбрали сопротивляться среди гражданских. Смотрите, ну, почти как Украина, да. Давайте не так. Давайте вот политически. Есть ряд стран, это, кстати, близкие к Украине сейчас страны, от которых зависит все финансирование, все зависит. Судьба Украины сейчас зависит от этих стран. Они выходят и говорят, мы за то, чтобы было государство Палестина. В 26-м году выборы, Хамас мы исключаем, демилитаризация, восстанавливаем, все хорошо, мир, дружба, жвачка. Почему Израилю это невыгодно? Почему Израиль против? Потому что он не верит ни в какую, он дважды это пробовал. Кэмп-Дэвидский договор, договор в Осло, когда премьер-министр, принесший Израилю мир, договорившийся о создании палестинской автономии, которая, между прочим, должна была управлять Палестиной, и вместо этого западным берегом, сектором Газа им подавить Хамас и исламский джихад, и израильские спецслужбы ему в этом помогали, и армия.
оказалась наиболее коррумпированной, наиболее вредоносной, наиболее поощряемой Хамасом, вернее, деятельность Хамаса организации, исключая некоторые периоды там вражды между ними, но скорее местные разборки были. А кроме того, они с треском проиграли Хамасу в секторе Газа и проиграли бы на Западном берегу, если бы не вмешались помощь израильтян. Страны, каждая проводит свою политику. Вон Италия не признала, а Британия, например, признала. Ну, в Италии протесты. Мелони Да, сейчас. В Италии протесты, да, всякое бывает. Так вот, Штаты не признали. Там есть свои протесты за, свои против. Это и есть свобода. Когда люди могут придерживаться разных политических позиций, имеют право выйти на протест, имеют право там высказать свое мнение, к чему бы оно ни приводило, даже если это дракон позиции. Это сложный вопрос, он не имеет решения, к сожалению. Поэтому, кроме военного в данных конкретных условиях, Израиль обеспечивает свою безопасность так, как может, и, поверьте, делает это более гуманно, чем любая другая армия мира. Хотя даже эти приемы и способы приводят к гибели. Там, точных цифр не знаю. Недавно палестинское здравоохранение там сказало, что 65 тысяч погибших гражданских. У израильтян свои цифры. Вот. Но, друзья мои, это не тот конфликт, который можно сесть вот так вот Мгм. в комментариях порешать, понимаете, да? То, что израильтяне не занимаются геноцидом, я вам даю 101%. Вы не представляете, что такое израильское самосознание израильского срочника 19 лет или резервиста 35. У них огромное количество самоубийств, потому что это сверхчувствительные люди. И там, если ты там где-то какую-то девочку застрелил или по какому-то гражданскому попал, они переживают это крайне тяжело, вплоть до самоубийств. Ну, смотрите, разное есть. Нету там хладнокровных убийц, которые там все это валят направо и налево. А Это если есть, то соответствующий кодекс это все защищает. да, Я с ними очень имел много дела, с израильскими силовиками, в том числе много, в силу своей биографии. вы правы. Я знаю, кто они такие и какого кодекса они придерживаются. Они, может быть, и рады были бы, там некоторые из них от бедра, да только ситуация, сложившаяся в их спецслужбах и армии, не позволяет им этого делать. Не позволяет, поверьте. Да, вы правы, что эта тема не для вопросов в комментариях. Это действительно прямо пол программы можно посвятить. Как-нибудь, возможно, посвятим. Я думаю, что к следующему понедельнику будет больше по этой теме интересного. Ну, вот правда, больше. Потому что там, извините, чисто физически уже бульдозеры, чисто политически генассамблея А там нет отодвигают. вариантов, кроме бульдозеров. Ну, Приемы и способы ведения боевых действий в Газе невозможно проводить без бульдозеров. Там нахрен все минировано, десятки километров и сотни километров туннелей, и бульдозеры вынуждены сносить это все, иначе будут подрывы, будет гибнуть люди и техника, они ничего не добьются, они решат свои задачи. Там нет выбора. так, давайте вопросы еще. Ну, я понимаю, что как бы объемный эфир, но, друзья, и вопросов много. Спасибо всем большое, что пишут. Сразу предупрежду, все не войдут. Денчик спрашивает вопрос к Арестовичу. Что вас связывает с покладом? И когда вы в последний раз общались? Александром Поглотом, замглавы СБУ, Да. общался где-то весной 22 года. Потому что среди прочих задач, которые я решал, это была координация публичной деятельности, стратегической коммуникации всех силовиков. Я общался со всеми силовиками, в частности, естественно. Мгм. Ну, то есть уже как бы по выезду не общались. Понятно. Не общался. Синяя борода, пользователь. Алексей, на ваш взгляд, те ВСУ, кто на фронте, это идейные или фанатики? Или те, кому деваться некуда? Вопрос в связи с этим. Что говорят солдаты, а главное, их матери? Они где? Почему молчат? У вас есть соображения? Спасибо, всем Во-первых, добра. никто не молчит. У нас несколько бунтов против ТЦК. Во-вторых, выходят митинги, хотя они запрещены в воюющей стране, например, за тех же пленных с Азовстали и так далее. И выступают матери и родные и в СМИ и так далее, и везде. Вот. Что касается солдат, там присутствуют все категории. От фанатиков до насильственно мобилизованных, которые, да, армия – это как общество. Вот все категории, которые есть в обществе, все без исключения есть в армии. Макрон только что, время пришло, именно поэтому верной исторической приверженности моей страны, Ближнему Востоку, миру между израильтянами и палестинцами, я заявляю, сегодня Франция признает государство Палестина. Это начались выступления на Генассамблее. Вот Макрон вот сейчас выступает и вот такое заявление сделал. Это к теме, которую мы зацепили. И в подтверждение ваших слов тоже новость. Калуш, райтерцентр ТЦК, короче. Залетела группа неизвестных, освободила 3 задержанных и скрылась.
Ивано-Франковский ТЦК поднимает полицию, собак, все сразу... Позавчера стреляли, какой-то там джентльмен стрелял в ряд полицейских, которые его остановили. К сожалению, способы и методы мобилизации, которые не проводятся, будут вызывать такие случаи все больше и больше. И дай бог, чтобы оно не превратилось в массовое восстание. Понимаете, друзья мои, сейчас возьмем паузу. На 5 секунд выдохнем. Мир находится в состоянии, когда им правят сплошные уроды, за редким исключением, которые проводят античеловеческую политику. И Украина, к сожалению, стала местом, где это все сконцентрировано в превосходной степени, к сожалению. Но это не значит, и именно поэтому надо бороться за то, чтобы она перестала такой быть, к сожалению. Да, именно. Дмитрий спрашивает, вы ранее говорили, что китайцы могут 1,5 миллиона дать русским солдат, индусы 500 тысяч. Зачем в открытую с Европой воевать, если Европа это основные потребители их товаров? Нет, это не война в открытую. Это для того, чтобы это потенциал, который стоит за Россией, когда она ведет либо войну, либо переговоры. Но всегда можно сказать, показать фотографию тройки ШОС и сказать, а посчитайте военный потенциал. Вот чисто в теории. Сколько у вас фигур на шахматной доске и сколько у нас? Ой, оказывается, наша объединенная сухопутная армия в 5 раз больше всех вас вместе объединенных. Так может как-то учитывать наше особое мнение? Об этом речь идет. Речь не идет о том, что индусы и китайцы пошлют там свои войска воевать с Западом. Это настолько маловероятный сценарий, что всерьез его дискутировать нельзя. Это именно борьба потенциала. Давайте сложим ядерные боеголовки, давайте сможем флот, экономику, население и так далее. Потенциал, и посмотрим. Вот вы там говорите, у вас 33 мирового ВВП, у нас 28. И то, как считать, у вас же экономика услуг, а у нас экономика производства. Да, значит, очень интересно задает вопрос пользователь, что за ерунда на учениях Запад-2025 произошла. Объявляли как российско-белорусские, по факту Беларуси как бы так очень было мало. Путин принимал завершение учений под Нижним, Лукашенко не светился. Значит ли это, что Белоруссию будут сливать как Украину? И связано ли это с той отставкой? Нет, злые языки говорят, что Лукашенко, Трамп консультировался с Лукашенко. Помните, было несколько таких итераций там и взаимных любезностей. Даже американские офицеры были. И Лукашенко сбивал или информировал поляков о пролетающих дронах и так далее. Консультировался в том, как разговаривать с Путиным. Начиная с психопортрета, заканчивая там, экспертизой про то, что является аргументом для Путина, что является манера говорить и так далее, и так далее. Конечно, произошло ситуативное сближение Александра Григорьевича с американской администрацией. Такое сближение всегда требует занятия определенной позиции, определенных реверансов, начиная с политзаключенных, заканчивая там вот реверансы во время Запада. Запад вообще были очень маленькие по масштабу учения. Зря их так все боялись. Россиян там было 8 тысяч, зато там была индийская рота. 65 человек. Вот это был сюрприз, так сюрприз. И даже представители американского высшего военно-политического руководства заявили, что тогда перешли все красные линии. Индусы, что ай-яй-яй. Да, и появление индийской армии на европейском театре – это действительно оглушительный фактор, но мы его с вами уже обсуждали. Вот. А сами учения были очень скромные, оперативный фон был очень скромный. Лукашенко старательно занизил статус этих учений политически, лично там никак не подчеркивал, потому что он находится в сложном переговорном треке между США и Москвой, выступая как посредник. По крайней мере, такие вещи проскакивали в открытой печати на Западе. Угу. Смотрите, ребята, вы, конечно, большие молодцы, заглядываю тут в чат, давайте с чата по пару вопросов. Все-таки, вы потрясающая аудитория, спасибо вам большое. Вот вы просто классная, да, вот, особенно когда пишут тут у Арестовича в чате люди, ага, говорит, освободили 3 человек, значит, забусифицировать это типа не преступление, а отбить и забрать вот этих, это все, тут поднимают планы перехвата и вот такая вот парадокс, в такой стране живем, да, действительно, так и есть. И еще тут момент по поводу Молдовы, есть там дискуссия, это у меня тоже в чате. Значит, смотрите, буквально 15 минут назад распространили заявление Санду. Внимание! Заявление Санду. Один в один то, что говорил Арестович неделю назад в плане, и сегодня тоже повторял, в плане пророссийские силы заберут власть в Молдове и пойдут на Одессу войной. То есть, видимо, за неделю услышала Майя Санду. Может, услышала, но на самом деле это же, смотрите, это очень очевидная вещь. Я приведу вам только один факт. Силы
так называемых ЛНР и ДНР, Луганской народной и Донецкой народной республики, первый и второй армейский корпус считались первым и вторым армейским корпусом примерно с 15 года. Так вот, силы ПМР уже тогда считались и принимали участие в российских военных учениях, это доподлинно известная информация, как третий армейский корпус, его основная задача была работа по Одесской области. Уже тогда она была элементом планирования российского генштаба. Если вы думаете, что в 15-м была, а в 25-м не является, вы очень сильно ошибаетесь. Это очевидная информация, очевидная логика и так далее. Я просто ее озвучил в одном из своих эфиров, озвучил в одной из своих статей, потому что я занял позицию в отношении того, что мне не нужно, чтобы Российская Федерация, братская, для меня, братский народ, замечательные братья, общая цивилизация, русские и так далее, отобрали у Украины Одессу. В мои планы это не входит. Поэтому приходится работать так, чтобы не отобрали. Вот и все. А уж читала моя Санду, не читала, это уже дело десятое. Я свою позицию высказал. Совпало, значит хорошо, значит молодцы. Вячеслав Панкратов, давайте по пару вопросов из чата. Чат Александра Шелеста. Александр, здравствуйте. Я удивился, когда вы не отреагировали на слова Алексея. Алексей говорит, что президентов не вербуют. А как же Зеленский? И Залужный не зря сейчас в Англии. Реагирую, Вячеслав. Вы не понимаете, что такое вербовка. И я могу, конечно, вам преподать краткий курс, но хотите, преподам. Пожалуйста. Ну вот я вам объясняю страшную вещь. Значит, что даже когда вы вербуете старших офицеров, например, их запрещено в своей стране вербовать. С ними даже запрещено вступать в добровольное сотрудничество. Есть такая форма отношений. Не говоря уже о том, чтобы шкуру подписывать, агентурную и так далее, и так далее. А политики не вербуются в принципе никогда. Если они когда-то были агентами и стали политиками, то с ними даже тогда перестраивается система отношений, потому что его невозможно использовать как агента, то есть давать ему агентурное задание, встречаться с ним, с куратором, потому что политик находится под сильнейшим контрразведывательным режимом в своей стране. Есть должности, по факту которых, занятия которых ты сразу автоматически на тебя заводится контрразведывательное дело, и не только своей собственной страной. И обеспечить с ними нормальное взаимодействие. А Для того, когда чтобы... Да, контрразведывательная, смотрите. контрразведка вся там же, в принципе, среди той же страны, другой страны Вот и смотрите. спецслужб. А теперь представьте, как вам вербовать политика и даже просто с ним общаться, если он, грубо говоря, под колпаком у Мюллера и не одним всегда. Во-первых, это технически трудно. Во-вторых, он не может выполнять, как вам сказать, задания по профилю и вынужден размывать свое мнение, потому что вы не можете приказать голосовать, вы можете приказать ему устроить кампанию, сформировать там этот самый, в общем, заниматься политикой. Так он скажет, я и так ею занимаюсь, друзья мои. В-третьих, он всегда может побежать в свои спецслужбы или чужие спецслужбы и сказать, против меня тут провокацию устроить. Как бы, да, прошу защитить. И все, и оказалось, что он уже не агент, а наоборот молодец, который разоблачил доблестного разведчика, и вы с ним ничего не сделаете. Это очень сложная работа. Если вы думаете, что агентурная работа это пошел купил за деньги, то так бы все уже были давно куплены, и все бы работали. Вы можете сказать, а как же народные депутаты Украины, которые поймала украинская контрразведка в работе на ОПЗЖ и так далее. Это давние закладочки, друзья мои. Это целые сетки, которые до войны создавались. И вообще степень агентурного проникновения Российской Федерации в Украину зашкаливающая. Поэтому у нас специфическая ситуация. Но если вы думаете, что Трампа можно завербовать, и он будет там агентом Красновым, как многие рассказывают в интернете в комментариях, то это, мягко говоря, не стоит серьезного обсуждения, поверьте мне. Какие бы там ни были компроматы, человек, который возглавляет крупнейшую державу в мире, у которого 19 своих разведывательных служб, не может быть агентом, вопреки мнению любезного и уважаемого президента Португалии. Это технически невозможная ситуация. Ну, вы же поняли, какой намек. Объясню вам почему. Потому что Путин никогда бы не стал встречаться со своим агентом. Ну, так он и не встречает. Он бы встречался в Анкоридже, он бы давал ему агентурное задание, понимаете, да? Вместо того, чтобы с ним встречаться. Нет, смотрите, вы же понимаете, вы так ушли в сторону в другую, вы же понимаете, что серьезное влияние на спецслужбы Украины, ну или как это называется, сотрудничество, ровно той самой спецслужбы, куда президент не по чину, приехав в Британию, заходил к Муру, который вот, ну, все это помнят. Он к Муру может заходить, но, поверьте, не дает ему... Он не может заходить к Муру. Не дают Все обратили внимание. Саша, не дает Мур ему агентурных заданий, поверьте. Может высказывать мнение, формировать позицию, о чем-то договариваться и так далее. Смотрите, спецслужбы только кажутся могучими и страшными. Спецслужбы – это куча железа
и электроники, без направляющей политической руки, они никому не интересны, ничего себя не представляют. Они работают в узком политическом поле, являются политическим инструментом. Не может быть ситуация, когда инструмент управляет мозгом, понимаете, да? Мозгом всегда являются политики. Всегда являются политики. Они ставят и снимают глав спецслужб, и они всегда умеют себя защитить от любого там разведывательного или там какого-то влияния. По крайней мере, политики первого звена. Сейчас о них идет речь. Какого-то депутата парламента, конечно, можно завербовать. Речь идет о высшем, так называемом высшем военно-политическом или политическом руководстве страны. Поэтому так не Подождите, то работает. есть вы считаете, вот смотрите, то есть Зеленского невозможно было завербовать, и он не завербован. Его не завербовали точно, когда он был президентом Украины, но то, что он является объектом интенсивного воздействия, его позицию политическую формируют и лично, и находится с ним в особых отношениях, это однозначно. Но как с политиком, а не как с агентом. Чувствуется все-таки, веет от вас, Алексей Николаевич, веет от Чем? этой спецслужбистской школы. Говорит, Ну, я просто знаю, как я это говорю, работает. не, я говорю, Да. завербовать, говорите, не, находится в особых отношениях. Класс, лайк. Но это не... Смотрите, давайте тогда термины. Смотрите, есть термин доверительные отношения, есть термин вербовка. Вербовка – это когда ты подписал агентурную шкуру. Ты подписанный агент. У тебя есть псевдоним, и ты как зайчик, что выполняешь задание куратора. Вы что думаете, даже такой человек, как Зеленский, будучи президентом, пойдет на подписание шкуры? С ума сошли, что ли? А уж как там построили с ним доверительные отношения, это очень широкая история. Это можно сказать, что у нас с вами доверительные отношения, потому что мы каждый понедельник встречаемся, понимаете? Это уже трактовка. И когда какие-то зайчики из спецслужб бегут себе ковырять вот здесь и говорят, дайте мне много денег, я завербовал Зеленского, ну, поверьте, могут только наши многохитрые, многоумные зрители, да, некоторые, и то не все. Да, значит, что Арестович думает по поводу Редиса и тех, кто получил дорогие квартиры в Киеве? У меня к ним амбивалентное отношение. С одной стороны, я ценю их как качественных солдат, которые хорошо сражаются. С другой стороны, некоторые особенности их идеологии заставляют меня вспоминать преснопамятную землянку УПА. Другое дело, что они поумнее, чем просто вот такие, как там Фарион и Ницой. Но тем не менее. О. Угу. В этом отношении амбивалентное. То, что им Ахметов подарил квартиры, это личное дело Ахметова и их, не мое. А вот то, что им подарили квартиры вместе и совместно в хорошем месте, ну так пардон. И охраняться даже так проще, когда вы живете не по отдельности, а все до кучи. У вас есть периметр, который надо закрыть и охранять. Здесь логика понятна. Никак не отношусь. Если у человека может быть квартира, ему кто-то дарит, как это, будем завидовать товарищу Рокоссовскому, понимаете. У меня, например, квартиры нет. Так, значит, вопрос по Навродскому. Анна задает. Польша помогла больше всех, а получила флаги Бандеры на концерте, отказ от покаяния за волынскую резню и так далее. Нельзя плевать в душу дающему. Почему это непонятно в Украине? Потому что Украина находится в коллективной... Есть часть украинцев, к сожалению, наше руководство играет роль коллективной жертвы. Жертве можно все, а против жертвы нельзя ничего. Очень удобная позиция. Именно к этой позиции приучали левые глобалисты, украинцы и украинское руководство. Значит, так, уважаемые друзья, масса была и видел, тут где-то промелькнул такой потрясающий вопрос. Вот давайте вот вопрос от Алексея Николаевича, подписчика. Станислав Х. задает. Что происходит с церковью в России и в Украине? Так не прикрыто служить власти. В этих ведомствах вообще верующие остались? Или там везде только люди в погонах? Там остались верующие в дальних пещерах и там, в пустошах и так далее, которые занимаются исихазмом, старчеством и прочее, прочее. А так называемый организованный аппарат, это, к сожалению, да, несмотря на сан и уважение к сану, часто это очень люди карьеристы, приспособленцы, которые хотят всегда понравиться власти и с ней договориться. Более того, церковь же со времен Петра очень ушиблена в бывшей Российской империи, и она крайне зависима от государства, поломана, поставлена под контроль, и им очень сложно. Очень сложно этим людям. Вы рассказывали про танцора, которого ТЦК забрали. Он умер в реанимации, виновных нет. Вопрос, зачем? Никита создает такой Зачем вопрос. что? Зачем умер или зачем нет виновных? Не, может, зачем рассказывали? Зачем рассказывали? Потому что хотел привлечь внимание общественности к бесчеловечности, чтобы виновные потерпели наказание, чтобы нельзя было замолчать этот случай.
Алексей Николаевич, по-вашему, где и когда может быть следующая точка, то есть развилка, в которой текущий ход событий может пойти по разным сценариям, в зависимости от сложившейся к тому Так моменту я же вам обстановки? назвал. Все зависит напрямую от переговоров, успеха переговоров и результатов переговоров Трампа и Си Цзиньпиня, которые сейчас вошли в очень плотный трек, вплоть до организации взаимных визитов. Вот тогда это конец ноября, более-менее очередная будет развилка, более-менее будет понятно, куда оно поехало. Мгм. Может, чуть раньше, может быть, чуть позже. Вопрос, почему Алексей всегда в черном? Это депрессия? Нет, просто люблю черный цвет. И всё. Масейчук Уфиценко заявил, что Зеленский агент Кремля. Что вы об этом думаете? То опять же агенты, переагенты и так далее. Это люди, которые в жизни никого не завербовали, ни одного раза рассказывают нам про агентов. Да, мне это ужасно смешно слушать все это. На Значит, человека, смотрите, чтобы вы понимали, на человека, если нужно повлиять, существует огромное количество способов повлиять, кроме как делать его агентом. ну давайте точку поставим в Более сегодняшнем того, эфире. от хорошего агента еще неизвестно, кто на кого влияет, агент или офицер. Всех офицеров спецслужб, агентурщиков, допущенных к агентурной работе, хоть краем, обучают, что самой главной ловушкой является пока оказаться в зависимости от агента. И если он психологически сильнее, либо занимает более выгодную позицию, либо проявляет инициативу, либо еще что-то, то ты не заметишь, как он тобой начинает управлять. Поэтому это настолько тонкая, деликатная ткань, что об этом рассуждать можно только в порядке анекдота, когда вы там сыпите агентами, там, переагентами и так далее, и так далее. Вот это все завербовали и прочее, прочее. Я воспринимаю это как красивые метафоры, а не как реальное содержание. Окей, давайте договоримся. Давайте точку поставим в сегодняшнем Мгм. эфире. Я считаю, давай, смотрите, во-первых, я не знаю, просто в вашей школе достаточно, ну, много лет, да? Может Больше быть, 10. ну, и может и были такие, но сегодня прям родилась тема, и всем стало очень интересно по поводу, кто кого вербует, как работают спецслужбы. Значит, переходите в школу мышления и коммуникации. Я думаю, там у Алексея родится новый курс или какие-то там новые темы, да, А у для нас скоро общения. курс называется «Стратегия», и там про то, как, кстати, планировать, как привлекать людей и ресурсы, это почти то же самое. Так что, если хотите, приходите, 7 октября начинается, я вам много чего расскажу. Давайте Интересного. да, точку поставим в сегодняшнем эфире. Уважаемый Арестович, спрашивает пользователь, возможно ли в недалеком будущем появление военных технологий, кардинально меняющих наступательные действия на войне, вроде лазеров, уничтожающих дроны, ракет, каких-то снарядов? Давайте. Окей, давайте опять поговорим об этом самом. Тактика определяется технологиями, которые есть на вооружении. Тактика меняется бесконечно, но одновременно законы и принципы военного дела не меняются никогда. Они как законы природы. Они, собственно говоря, законами природы и обусловлены, в частности, физикой пространства и физическими законами. Поэтому меняются средства поражения, способы применения, способы и виды вооруженной борьбы, вернее, способы и так далее. Но не меняется никогда ее содержание. Навязывание одной воли другим с помощью применения насилия. Вот, всякий раз ограничено, потому что стопроцентного насилия не бывает. Поэтому могут появиться лазеры, шмазеры и перешмазеры, но все равно будет решать все пехотинец, яйца которого зависли над окопом противника. А будет он нужен лазером и будет он сопровождать 10 дронов, это абсолютно не важно. Или он будет в кольчуге и с каменным топором, логика всегда одна и та же. Только солдат другой армии может прийти в столицу, только он может установить комендантский час, только он может навязать политическую волю и так далее. А роботы этого не могут. Роботы могут ему только помочь. Роботы, лазеры и так далее. Поэтому это всегда все на войне решают люди, даже если у них звезда смерти. Вообще, еще то, что нужно понимать, мы всегда, ну и понятно, благодаря прежде всего украинской стороне, мы всегда относимся к войне эмоционально. А по сути это очень скучная штука. Ресурсы, деньги, деньги, еще Ну, она раз бывает деньги. занимательной штукой, смотря на каком уровне, потому что высшим военным достижением, кстати, как и спецслужбистским, является разгадать замысел противника. Мы с вами пытаемся мыслить на уровне, я вас всегда пытаюсь вести передачи на уровне замыслов сторон. Конечно, важно, какую деревню взяли, где там и тогда, но в какой завод попали, но на уровне замысла, чтобы вы понимали, я пытаюсь добиться, вот я веду как лекции все свои все. Спрашиваю, зачем тебе это надо? То же самое, что делаю на занятиях. Посмотрите с этой точки зрения, посмотрите с этой точки зрения. Вот мне кажется, что сторона руководствуется это такой логикой. Такая гипотеза сейчас актуальна. Вот эти факты говорят про это. Для меня это публичная лекция. Я показываю, как можно мыслить за пределами всей этой чепухи об этом всем. Меня очень огорчает, когда вы все это сводите ко мне и к моей позиции. Не потому, что мне жалко поговорить про себя, потому что моя задача
лично моя другая. Не себя заявлять и не показывать какой-то позиции, а показать им. Вот такие силы действуют в мире в этой ситуации. Вот такая у них логика. Вот так они взаимодействуют. Вот то-то означает то или иное движение. Вот. Ну, как бы некоторые, наверное, даже смотрят именно с этой целью. Для понимания. Потому что в море мнений неплохо иметь еще и такое, чтобы сравнить, посмотреть. Друзья, по понедельникам, сегодня такой особо объемный эфир был, ну, много накопилось действительно вопросов, и многое нужно было объяснить. По понедельникам включайте канал Алексея Арестовича, Александра Шелеста, ставьте, пожалуйста, лайк. Это абсолютная необходимость в условиях, в которых находятся наши YouTube-каналы. Заметьте, мы не переметнулись никуда, ничего не свернули, мы продолжаем. И, пожалуйста, вот помните, что каждый лайк по алгоритмам вот этих откушенных пуповин, я имею в виду YouTube алгоритмов с Украиной, которая сделала власть, нужно немножко менять и восстанавливать эту всю связь. Поэтому сделайте Да. лайк. Не забывайте, знаю, что очень многие люди начали жаловаться, что они не могут смотреть меня или Сашу. Напоминаю, что вам надо пойти в общие настройки вашего YouTube и поменять там местоположение, другую страну. Таким образом, что касается агентов, то, друзья мои, я на вас всех очень сильно влияю. Но вы же не мои агенты, правильно? Так, агентура. Следующий сбор, понедельник, 21:00. Алексей Николаевич, спасибо за время и мысли. Видите, Спасибо. и честь отдал. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. До скорого.